Говорю. У меня все микрофоны сюда набраны, сюда я говорю, сюда все набрано.
Уважаемые гости, мы рады видеть вас в Медовом дворце Кузбасс, где сегодня пройдут соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров. Dear ladies and gentlemen, welcome to the second Winter Children of Aisha International Sports Games. В соревнованиях принимают участие 89 спортсменов из 11 команд, среди которых Республика Башкортостан, Республика Беларусь, Дальневосточный федеральный округ, Казахстан, Кузбасс, Россия, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Республика Саха, город Москва, Туркменистан. Today we are going to see short track competitions. 89 athletes from 11 teams representing Bashkortostan, Republic of Belarus, Far East Federal District, Kazakhstan, Siberian Federal District, Ural Federal District, Republic of Sakha, Yakutia, Moscow, Turkmenistan, and Kuzbas, Russia. Программа соревнований подразумевает ряд забегов, начиная с четвертьфинальной стадии и заканчивая финалами А и Б. Также вы сможете увидеть дистанцию 3000 метров, смешанная эстафета. At 11 o'clock in a couple of minutes, we are going to see the start of the races. Today's program includes races at 1500 meters and mixed relay. Господи, не надо снимать, пожалуйста. Уважаемые гости, во время соревнований есть одно очень важное правило. Мы просим полной тишины во время старта. Мы просим полной тишины во время старта. В любое другое время вы можете поддерживать ваших любимых спортсменов. Dear ladies and gentlemen, it's very important to keep silence at start. Any other time, you can cheer up your favorite sportsman.
Представляем главную судейскую коллегию соревнований по шорт-треку. Судья технический директор. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Мы в столице Кузбасса, в Кемерово, и совсем-совсем недавно именно здесь, на этой прекраснейшей арене, которая также называется Кузбасс, Ледовый дворец Кузбасс, проходила церемония открытия вторых зимних международных игр «Дети Азии». Стало быть, для спортсменов не старше 16 лет. И вот уже полномасштабная спортивная программа идет, и мы, конечно же, приглашаем вас на волшебный шорт-трек. Как обычно говорит мой привычный сокомментатор Максим Батейкин, но вот сейчас он там в полях работает. Мы знаем, что «Дети Азии» впервые проходят в 4 локациях, в 4 местах, да, многочисленные стадионы задействованы, но вот шорт-трек именно здесь, на этой арене, где рысенок Тихоня, маскот, талисман игр нас приветствует, как и всех участников. Ну и я с удовольствием сокомментатора своего сегодняшнего и, надеюсь, завтрашнего и, может быть, послезавтрашнего представлю Эмину Малагича, двукратный призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы, признанный мастер шорт-трека. Эмин, привет! И мы с тобой будем с удовольствием, я думаю, смотреть за тем, как же наша подрастающая молодежь готовится к тому, чтобы выйти на мировую арену. Ну, тут не только наша молодежь. Мы знаем, что вообще представители 11 зарубежных стран, ну и, естественно, многочисленные команды, 8 всего российских, представлены на этих играх. Ну, в шорт-треке, может быть, все будет поуже, но мы уже видим вот не только российское представительство, но и представительство сборной Казахстана. Да, всем здравствуйте. Наконец-то какие-то соревнования уже с нашими участниками будут здесь. Будем смотреть, болеть за наших, потому что, конечно, Кубки мира и чемпионаты Европы без участия российских спортсменов выглядели достаточно грустно. Хотелось очень поболеть за ребят, но не было такой возможности. Поэтому сейчас будем включать все свои силы, передавать удачу нашим ребятам. Да, ну, собственно говоря, всем. Ну что, друзья, вот сейчас мы смотрим. У нас дистанция 1500 метров впереди. Начинаем с четвертьфиналов. Сегодня розыгрыш комплектов наград. Именно здесь, ну, чтобы попасть в полуфинал, нужно оказаться в числе первых 3. Еще 3 будут добираться по времени. Здесь у нас Дарья Степанова, представляющая Республику Беларусь, Влада Варганова, москвичка Вероника Маслянка, представительница также нашей страны, Айзада Алтынбек из Казахстана и еще Рената Алимбекова, но уже представляющая российскую команду. И вот так вот начинают. Эх, еще не выросли, а уже начинают так, как типично начинает на 1500 метров. Это вот почему еще такая молодежь, еще, как говорится, нетронутая, да? Боятся устать. Хитросплетения. Ах, вот так вот, да? Да. Сейчас, на самом деле, когда смотрела Кубки мира в этом сезоне, заметила, что, мне кажется, даже 1500 метров уже начали бегать со старта. Раньше уже достаточно быстро начинали эту дистанцию, а сейчас как будто еще быстрее.
Ну вот есть определенный рейтинг у нас участниц. Понятно, что все проходили отбор, чтобы попасть на этот достаточно престижный для этой возрастной категории турнир «Дети Азии». И вот как раз Дарья Степанова, которая представлена здесь, она выше всех стоит по рейтингу. И я думаю, что, не знаю точно, но, наверное, девочки, которые собрались вместе с ней в одном четвертьфинале, все-таки будут это держать в уме. Чтобы проще вам было следить, у нее номер 6 на нашлемнике, да. И мы, конечно, эту возрастную категорию сейчас не очень хорошо знаем. Вот мы видим, уже кто-то пытается убежать от своих соперников. Это как раз Вероника Маслянка. Вот видишь, как она это раздербанила уже компанию, коллектив. Ну а вот как раз Дарья Степанова, она попала к нам в крупным планом. Кстати сказать, я недавно приехала как раз из Кемерово, и вот так сложилось, что на ужине попала с двумя девочками, которые представляют шорт-трек, Башкирию. Говорю, о, это родина Семена Елистратова. Они, да-да-да, конечно, конечно. Спросила, какой у вас регламент? Вы по международным сейчас канонам, то есть без права на фальстарт, или все-таки один фальстарт есть? А мы не знаем, сказали они. Ну вот, тоже не знаем, будем сейчас разбираться. Ну что, вперед, да, Дарья Степанова выходит, в принципе, видишь, всем уже тяжело. Ну, оцени, вот до 16 лет возрастная категория, как тебе бег? Ну, пока да? не могу сказать, да, по первому забегу сложно сказать, что и как девочки вообще готовы. Я думаю, сейчас в целом во время всех соревнований будем смотреть, и уже в конце можно будет подвести какие-то итоги этого старта. Ну, по-моему, еще 1500 далековато, да? Может быть, как-то вот для этой возрастной категории пересмотреть и укоротить, но 500-ку-то любой добежит, да? Другое дело как, но неважно. А 1500, да, уже вот как это, на морально-волевых. Ну, вот сейчас как раз вот обошла Дарья Степанова Веронику Маслянка. Вот тот был ключевой момент. Ну, вот сейчас мы не видим с тобой, да, каких-то судейских изменений, хотя, понятно, это международные соревнования, и по всем международным стандартам все проходит. Ну, надеюсь, мы получим какую-то графику, которая нам проясняет, кто что. Пока у нас старт второго забега, но по первому забегу нам уже понятно, что Дарья Степанова проходит вперед. Во всяком случае, мы никаких таких жестких судейских решений здесь не видим. Ксения Прибытова. Нам ее тоже заявляют, россиянку. Здесь Полина Кирбасова будет также представлена, Ольга Князева, Дарья Демидова и представительница сборной Казахстана Айсара Лабиб. Так, наверное, ее надо читать. Ну вот здесь не столь большую роль играет, с какой дорожки стартуют, тем более, когда старт такой проходит. Нахватались, короче говоря, посмотрели на первый забег, как там все было, это тихенько, и решили, почему бы нам тоже... Ну, с другой стороны, правильно, вот мы видели на финише прям совсем, да, именно тяжело, и, может быть, действительно... Когда так тяжело, сначала не расплескивать эти драгоценные силы. Ну да, тем более, если они знают, что плюс-минус. Я думаю, каждая из этих девушек знает, кто есть кто и кто как может быстро бежать. Поэтому в целом экономят силы для финальных забегов, поэтому стараются ехать медленнее.
Ну вот я посмотрела, Дарья, Ольга Князева, да, которая вот так подзвентила немножечко этот темп, да, сказала, что давайте, в отличие от первого четвертьфинала, давайте вот мы все-таки покажем, что мы не плетемся, что мы бежим. Я думаю, знаешь, как вот это ведь и в мировом шорт-треке всегда заметно, когда выходит там лидер мирового сезона или там признанный, да, человек, ну если мы берем женский разряд, то это, конечно, Сюзанна Схьюлтинг, да, в первую очередь, хотя вот у нее уже есть те конкурентки, которые не смотрят на послужной список Схьюлтинг, но все-таки особенно новобранцы, да, которые только попадают на этапы Кубка мира, видно, что это бег за лидером. Да, все верно. Всегда. Вот, казалось бы, делай свое дело, да? Нет, не получается тогда. И вот здесь вот точно, вот как мы сказали, да, у нас Дарья Степанова была лидером по рейтингу, и вот за ней тоже все так, у нас такая перестановочка, но во всяком случае точно побыстрее все у нас происходит. Ксения сейчас, да, лидирует. Да. Сразу видно, что это челябинская школа. Каким образом, скажи мне? Сразу видно, как заходит в поворот, так же, как и Екатерина Ефременко, как все наши девчонки челябинские. Ага. И каким образом? Вот знаешь, я уже довольно давно комментирую шорт-трек, и, естественно, все, что касается там правил, я все прекрасно знаю, спортсменов, но вот такие тонкости, как кто входит в поворот, а что, разница большая? Да, очень видно. Все-таки каждый тренер учит, ну, своей, наверное, технике. И вот у челябинских девушек есть такая особенность, что они очень входят с левой ноги, долгий прокат, таз лежит в повороте. Ну, в общем, все как надо, все красиво. Понятно. А так ли или нет это делают там с Хьюлтинг или Цой Минжон, например, или у них совсем по-другому? Ну, есть что-то общее, но все равно, даже если брать мировых лидеров, все равно у каждого техника разная. Так, понятно. Хорошо, ну что, здесь у нас Ксения Прибытова, да, выиграла, насколько я понимаю, да, она. И так заметно, в принципе, она тоже оторвалась. И особо там специалистам фотофиниша делать ничего вроде бы как и не надо, как я понимаю. Потому что все очевидно, за исключением там вот второго, третьего места, вот там, конечно, есть определенная работа у тех, кто следит за фотофинишем, да, потому что все-таки мы сказали, формула выхода 3 спортсменки напрямую выходят еще 3 доберутся в конечном итоге по времени, а у нас 6 аж четвертьфиналов. Так. Что не так? Что не так? В третий полуфинал. И здесь Василина Шарагина. Дальше она представляет Россию. Ксения Лукашевич, белорусская спортсменка. Дарья Мальцева, вообще москвичка, да. Сибирячка Ксения Савина. И еще у нас тоже одна российская спортсменка Софья Кокарева. В этом забеге мы видим, что 6 девушек. Так, нет, не 6. 5. 5. Да, 5. Думала, что 6. Не-не-не. Хотела сказать, что ну вот, в следующем забеге у нас уже начнется прибавляться количество людей. Ну, тоже, видишь, все точно так же. Поверьте, когда будет уже классический спорт, а вот уже и не так, а вот уже и не так. Уже у нас Ксения Савина, так она, все начали шевелить ножками, и Ксения тоже решила, видишь, как оборачивается, смотрит, все как надо, все как во взрослом возрасте. Хотя я вот вспоминаю, когда я была, наверное, в их возрасте, мы бегали соревнования свои детские. У нас было такое, что мы, например, могли стартануть и 2, даже 3 круга ехать стоя медленно, за что мы получали предупреждение от судей, что нужно
растормошить этот забег и ускориться, потому что мы так Да, могли чтоб на ехать забег, до чтоб финиша. на забег был похож, да? Да. Ну вот здесь у нас расстановочка, да, и Ксения Лукашевич решила, почему бы нет, почему бы мне не полидировать, и за ней Василина Шарагина пристроилась. Тоже довольно близко. Но тут все еще девчонки близко, и Дарья Мальцева тоже также. Но пока у нас именно так. Такой рваный немножко бег, я не знаю, вот если, допустим, говорить вот про, про любой вид спорта, про легкую атлетику особенно мы говорим, вот кто умеет так бежать, да, сначала ускоряться, потом тормозить и еще раз ускоряться, обычно имеет определенное преимущество, потому что, как я люблю говорить, кормят других. Сейчас у нас это Василина Шарагина пошла вперед и уже, смотри, как группа растянулась. Вот здесь, наверное, виден, ну как еще нельзя сказать, что это класс, да? Класса пока нет, но еще маленькие совсем, да? Но уже есть какая-то наработанность, потому что на 1500 метров, мне кажется, это больше всего видно. Да, есть за плечами работа или нет, да? Да, и тактические моменты, то есть, да, мы сразу видим, что девушки так сильно не начали бежать с самого начала, ускоряться, подождали, посидели спокойненько и за 4 круга до финиша вышли вперед и уехали, как мы видим, от всех. Да, ну вот сейчас гонка, отправляющая девчонок на финальный круг, и вот тут 1500, и фактически там намечаются круговые, да, понятно, что на взрослом уровне такого не увидишь, когда уже одна закончила, а другая только на заключительный круг пошла. Так, но сделала небольшой рывок Ксения Савина, и, по-моему, она у нас там вторая, да, Василина Шарагина. Она за бочок немножко держится, пришлось продышаться, да, это такая дистанция, 1500 метров. Как тебе то, что отменили многоборье? Ну, уже мы про взрослый уровень говорим. Ну, это интересно, потому что для меня всегда было многоборье бежать очень тяжело, так как я спринтер, и мне короткие дистанции даются легче. Вот эта вот дистанция в 3000 метров суперфинал, особенно вот на чемпионатах России, когда ее бежишь уже в конце, сил нету, а надо. И, конечно, думаю, что сейчас просто больше акцент будут расставлять уже на индивидуальные дисциплины. Уже будут каждый спортсмен готовиться под каждую дистанцию. Ну, да, но, видишь, мы все время хвалили именно шорт-трек за универсальность и говорили, что вот, ну, действительно есть универсальные спортсмены, такие как Схюлтинг, да, даже трудно определить, какая дистанция для нее. Ну, и иногда видно, к чему она лучше готова, да, в данный момент, но все равно, да, есть спринтеры, но я не знаю, вот как... Володя Григорьев, Владимир Викторович Григорьев в сторону Лены Серегиной, когда выступали в Коломне, ну, она, как ее 500, да, так же, как у тебя, спринтер коронный. Вот. И другие дистанции я слышала, подслушала, как он ее журит. Ну, когда ты уже начнешь бегать, ну да, 500-ка это нормально, а другие-то дистанции, где вот как бы универсальность. Ну, с другой стороны, и правда, когда спортсмен более универсальный, ну, не получилось, вот, допустим, как на Олимпийских играх, да, с Малышевской. Да. Ну, вот так случилось, что сдала этот положительный ковид-тест, и не хватило буквально одного дня, чтобы осуществить мечту свою, да, и завоевать медали на 500. Может быть, завоевал бы, может, нет. Это же теперь история, да, никто не знает. А универсальности нет, а на других видах вообще ничего. И жди 4 года. Да, все верно. Но сейчас, на самом деле, я вот наблюдаю такую тенденцию, что спринтеры очень хорошо бегут длинные дистанции. Просто вспоминаю даже по себе, когда мы готовились, ставили, конечно, акцент на 500 метров, но в течение сезона 1500 у меня так хорошо подтянулось, что в конце Андрей Иванович Максимов надо мной смеялся, что говорит, ну что, спринтер полуторашный. Да. Так, у нас Злата Волкова здесь сейчас лидирует. И
остается не так много. Видите, еще не видны такие разрывы. Нет, уже смена лидера. Это у нас четвертый четвертьфинал. И здесь Дарья Тавкан, российская спортсменка, Дарья Дульцева, Ксения Бабак, тоже российская спортсменка, Злата Волкова, я уже сказала, Нурия Алпизбай из Казахстана и Александра Пикалова. Ну, во всяком случае, на старт выходили вот таким составом. Ну что, у нас появился Дарья. здесь, видела, да, Дарья Дульцева, да? Да, пытается убежать от своих соперниц. Ну, по-моему, в принципе, Мы видим, Так, девушка из так. Казахстана пытается борьбу навязать, но тяжело. в Казахстане тоже подтянулись очень сейчас шорт-трекисты, особенно, ну вот как это началось там с московской, с сочинской, конечно, не московской Олимпиады зимней. Вот смотрите, что мы видим, да, говорю, что не может навязать борьбу, а в итоге последний круг по большой обогнала всех и выиграла этот забег. Нурия, да? Да. Ну вот и уже у нас здесь есть иностранное представительство. И, может быть, и девчонки подтянутся, да, конечно, мы уже там у нас на слуху, я имею в виду из Казахстана, повыше в рейтинге. У нас на слуху в первую очередь, конечно, ребята, безусловно. Вот Денис Никиша, как все Да. было красиво с победой на домашнем этапе, да, Да. Кубка мира, а потом с вручением ну, как это? Большого букета, предложение Да, руки да, и сердца. Да. Да, было неожиданно для всех, включая его девушку. А если б не выиграл? Ну вот как раз сейчас этот ключевой момент, где Нурия обходит Дарью Дульцеву, и, ну, Даша в любом случае имеет возможность, конечно же, она прошла в следующий круг, и нам осталось только 2 четвертьфинала. Посмотреть на дистанции 1500 метров. Здесь, сказать, в женском исполнении еще язык не поворачивается. Все-таки это девочки еще. И потом юноши уже также приступят выяснять отношения. Представим всех. Итак, Анастасия Баранова. Ну, как по дорожкам, да, так и расставляем. Крупным планом на ваших экранах была Анна Никифорова, дальше Яна Макарова, Ксения Заболотнова, Софья Спорыш, белорусская спортсменка, и тоже есть еще одна представительница сборной Казахстана, это Малика Жалтабар. Ну, тоже все аккуратненько. Так, ну тоже все у нас ни шатка, ни валка. Понять, кто есть кто и кто здесь лидер. Будем разбираться, естественно, по ходу. Ну вот Анастасия Баранова, которая представлена в этом забеге. Она 5-я сейчас в рейтинге на дистанции 1500 метров. Так что, по-моему, выше из тех, кто здесь на дорожке ледовой, по-моему, выше в рейтинге никого нет. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Сейчас еще раз посмотрю. Вроде бы как будто так. Но одно дело быть по сезону. Ой-ой-ой, первое падение у нас. Первое падение, но надо вставать и добегать. Конечно, Потому да. что так, как они добегают медленно, можно, наверное, успеть. Уже если бы на чемпионате нашей страны или на этапе Кубка мира уже, конечно, не встанешь и не добежишь. Ну, то есть встанешь. Хотя, да, всегда надо вставать и добегать, потому что по личному опыту на Олимпийских играх была такая ситуация, что произошло столкновение, мы втроем упали, и пока я там вставала, думала о чем-то, все успели добежать до финиша, и по итогу, если бы я чуть быстрее бы среагировала, то прошла бы в следующий круг соревнований в 1/4.
Но, к сожалению, этого не вышло сделать. Золотое правило. Вот еще да, одно золотое падение. правило, да, да. Ну, что-то вот посыпались девчонки. Почему это так? Анна Никифорова, да, у нас лидирует. Да, но, видите, здесь еще так лидерство не обозначено окончательно, особенно когда на вот взрослых соревнованиях, когда кто-то берет на себя бремя лидерства, мне немножко начинает так тревожно становиться, особенно если наши это делают. Все-таки хочется, чтобы кто-то посидел, да, и кто-то поточил. Так, Малика Желтобар, гостья из Казахстана, сейчас выходит вперед. И как Нурия Алпизбаев в предыдущем забеге выиграла, ну и явно, да, она сейчас должна все-таки на первой позиции так и добежать до финиша. Ну вот, уже финиш для нее, и она впереди. Ну что, друзья, и нам осталось только один забег посмотреть, один четвертьфинал, и уже у нас более-менее прояснится ситуация. Во всяком случае, в первую очередь мы берем тех, кто выигрывает в забегах, да, и все-таки, поскольку разрывы очень-очень большие между даже вот первым и вторым номером, то, наверное, потихонечку круг претендентов на первые награды в шорт-треке, он как-то очерчивается. Да, конечно. Сейчас уже в 1-2, я думаю, будут повеселее забеги. Вот нам сейчас будут показывать видеоповтор столкновений. Ну вот, наверное, есть работенка для судей. Это первый забег, который так сейчас рассматривают. Да, ну, все, естественно, есть и помощники. Ну что, было какое-то столкновение? Судя по всему, Ну, возможно. было, да. Вот видишь, как это судьи обсуждают довольно бурно. Кто чего, кто вытолкнул или нет. Но обычно, да, судья подходит к определенному мониторчику такому и уже вносит свои коррективы. Но в любом случае разберемся уже по ходу в полуфинале, пока не все очевидно. Но Готовимся к новому старту, к новому забегу. да, и здесь заключительный у нас четвертьфинал. Здесь Александра Ковалева, Сюзанна Халько. Так, наверное, ее надо величать. Дальше у нас Наталья Сафигуллина. Так, Ярослава Шабанова. Все вышеназванные, 3 спортсменки, кроме Шабановой. Она представляет Республику Беларусь, остальные все российские спортсменки. И здесь Мелисса Син, также наша российская спортсменка, представляющая Саха-Якутию, да, и Мария Антонова, местная. Кузбасс, команда Своя. Кузбасс. Сейчас будут все поддерживать.
болеть за свою. Да, пока, видишь, все девчонки хорошо знакомы друг с другом, поэтому подходят, чего-то беседуют, а вроде бы как что беседовать. Ну что, друзья, вот разобрали нам ситуацию. Предыдущего забега действительно было столкновение, и Софья Спорыш, белорусская спортсменка, она по решению судей будет в полуфинале. Да, видимо, решили, что все-таки вторая спортсменка отошла наружу и сбила Софью. Да, поэтому вот, да, тоже у нас обычно мы видим, да, как судьи принимают решения и вердикт выносится в виде определенной графики. И каждый год какие-то обязательно в шорт-треке нововведения. Никак шорт-трек не прибьется к единому. В этом году очень красивое нововведение они ввели в финальных забегах. При представлении спортсменов они выводят фотографию, картинку большим на лед. То есть идет проекция человека, того, кто сейчас будет выступать в забеге. Это очень красиво, первый раз такое. Так же, как и первый раз в шорт-треке ввели кубок финальный, то есть по итогу всех кубков мира вручается хрустальный глобус. Да. Да, это приурочили к 25-летию вообще кубковых соревнований. Вот так вот решили нет многоборья, но все-таки... Наконец-то, такое многоборье. Это же все равно по сумме абсолютно всех дистанций, да, не отдельно взятые. Это как раз надо набирать очки на каждой дистанции, и тогда все получится хорошо. Так, ну что, этот забег мы с вами, дорогие друзья, уже представили. Теперь посмотрим, как все будет происходить, насколько у нас... Ярослава пока у нас лидирует. Да, Ярослава Шабанова из Белоруссии. Из Белоруссии. Ну вот сейчас пытаются ее все атаковать. Ну и вот получается, Поактивнее, да, стали забеги к концу? Сюзанна Халько, да, как тебе тоже. Там вот тоже подрастянулась группа. Мы видим нашу беглянку, она впереди, и нам ведут основную группу, а вот уже и нет, да. Уже все выровнялось, сравнялось, и теперь именно Сюзанна Халько. Ну вот девушки втроем уезжают от своих соперниц. В принципе, наверное, как таковой сильной борьбы не будет, да, в конце, если остальные девушки не догонят. Потому что, как мы помним, выходит 3 человека в следующий круг соревнований. И лучше, как говорится, тише едешь, дальше будешь, втроем спокойненько доехать и выйти в следующий круг. Хотя нет, вот что тут пытаются делать. Не от того места, куда едешь. Да? Да. Здесь Александра Ковалева у нас вышла, она вперед. Ну вот все 3 девочки, которые были представлены, если не будет каких-то судейских поправок. Да, и Александра Ковалева, она выиграла и что-то уже делится своими какими-то впечатлениями. Интересно, какими. Ну, а Сюзанна Халько, тоже нам ее показали, она также выйдет в следующий круг соревнований. Давайте посмотрим, не было ли никаких нарушений. Ну, во всяком случае, так вроде бы на вид срезала кажется, фишку. да? Срезала, похоже, фишку. Но если я не знаю, если заметят сейчас это судьи, возможно, фишка стояла там не очень правильно. Но прям ногой наступила внутрь. Нельзя, да? Ну, может быть, к ним судьи более благосклонны все-таки. Может быть. Может быть, какие-то детальки не замечают. Даже видно, когда у судей на взрослых соревнованиях, на международных,
кто-то там в любимчиках ходит. Если уж не совсем такой откровенный брак, то тоже какие-то послабления, дескать, не видела. Особенно мило, когда главный судья соревнования, подъезжая к обсуждению с специалистами видеоповтора, берет и ручкой микрофончик закрывает. Ну так, что-то нечисто. Так, на льду первый спортсмен. Так, ну и женскими четвертьфиналами в этой дисциплине мы разобрались. Теперь идем уже к мужским. И их тоже будет 6. Ну и давайте представим. Итак, Данила Щербенко. Далее Никита Черняев. Российское все представительство. Владимир Комков. Дальше Миержан Толеген, да, Толеген. Так, и, ну, пока только, как говорится, присматриваемся к ребятам. Так, Матвей Магер и Никита Авдеев. Ну, во всяком случае, такой состав. Вот так вот, как бывает иногда, но редко, когда проходит этот номер, да, когда спортсмен, не чувствующий в себе силы, я не говорю сейчас про наш забег, я не говорю сейчас про Никиту Авдеева, а вот на взрослых соревнованиях, который понимает, что по-другому ему не выиграть, и такие фортели иногда проходили, ускоряется на первых кругах, так, на дистанции 1500 метров, чтобы стать в хвост пелотона. И пока хвост едет, а он к нему прицепился, он-то все равно первый, да? Это как в тех сказках, да, когда там какая-нибудь там улитка к хвосту лисы, и лиса добегает, разворачивается, а улитка первая, да, или там кто. Вот. Ну, такой номер все-таки редко. Он прокатывает, но редко, да. Очень часто, кстати, на Кубках мира представители, ну вот как раз, наверное, стран у нас столкновение произошло, падение. Да, ну вот в этом забеге Данила Щербенко, он лидер рейтинга среди участников. Но в любом случае надо бежать, вот как раз он впереди сейчас. И тоже так раздербанил серьезно группу. Мирджан Толеген. Хорошо едут представители Казахстана, да, что могу отметить. Мне прям как со стороны, как специалисту, мне очень нравится вот техника. Видно сразу тоже, что много работают над ней. То есть уже подросли немножко. Подрастающее поколение, да, есть. Так что ребятам, казахам растет хорошее подрастающее поколение. Ну и вот как раз, смотрите, у нас что делает Мирджан. Он обходит спортсмена нашего и становится вперед, а Данила Щербенко сейчас пока занимает вторую позицию. Но, может быть, на финише, вот как раз нам его выделяют, Данилу, сейчас. И, видите, есть даже в том числе и круговые. Еще раз посмотрим на финиш. Данила так смотрит, да, оборачивается, смотрит, что вообще, кто там, как так получилось. Но, во всяком случае, оба спортсмена, формула выхода такая же, 3+3, как была у девочек. Оба спортсмена точно выйдут в следующий круг. Финиширует представитель Кузбасса. Ну вот тут были падения, ну что, с браком, да, с браком. И я думаю, что, может быть, сейчас нам, вот, Матвея, да, Магера, чуть-чуть, мне кажется, он пошел вперед и сбил там, да, по внутренней бровке пошел и сбил своего соперника. Поэтому небольшая пауза, и, конечно, судьи рассматривают особенно факт падения.
Ну, сейчас будут рассматривать все это с разных ракурсов, потому что с одной стороны может показаться, что один спортсмен виноват, с другой другой, и вот нужно тут понять уже, где и как, какой ракурс правильный и все-таки верный. А особенно, Имин, знаешь, как путает, когда уже видим сам момент столкновения, анализируем его, и вроде бы как все очевидно. А потом смотришь в маленьких таких окошках, специалисты видеоповтора шаттлом отматывая раньше. Вот самое начало эпизода, кто вот начал, кто, как мы говорим, возмутитель спокойствия этого. Ну, здесь все-таки мы не будем, да, делать поспешных выводов. Нет, Ну, сам, нет, да, упал. сам. Зря я вот сказала про Матвея. Там так получилось, что он-то просто начал ускоряться. Видишь как? Вот он начал ускоряться. А получилось, что упал коллега. Финишировал Комков Владимир, номер 63. Да, видеоповтор очень, на самом деле, важен в нашем виде спорта. Недавно видела как раз видеоролик, выкладывали «Олимпик», где Олимпиада, и спортсменка ехала спереди, а сзади ей бросили фишку, и то есть она упала за счет того, что сзади спортсменка выкинула ей фишку под ноги. То есть за это не было никакой дисквалификации, хотя нарушение, как сказать, такое было. Ну и сейчас мы, друзья, будем смотреть уже за следующим забегом. Это забег номер 2, то есть четвертьфинал номер 2. И у нас такие спортсмены. Михаил Васильев, Данил Бычков. Это российское представительство. Далее спортсмен из сборной Казахстана Шангисхах Эразиль, то есть наоборот, Эразиль это имя. Дальше Матвей Бачанов, Владислав Колесник и Никита Шипеев. Уже достаточно бодро начинают забеги. Да, по-другому совсем, по-другому. Ну, в этой возрастной категории мы говорим, что до 16 лет, да, но, например, там 15 или 14 в этой возрастной категории, ну, огромнейшая разница. Это когда там 28 и 30, разницы никакой нет, и 28-32 разницы никакой нет. Так, ну что, у нас здесь Михаил Васильев. Очень быстро достаточно едут ребята. На второй позиции из Казахстана, да. Ждет, да, вот под прицелом держит и выходит вперед. Было видно, что он готов немножко ускориться. Я говорю о Эразиле. Хотя еще 5 кругов до финиша. Но было видно, что он прям вот готовится, что сейчас там. Ждал, да, и уже устал сидеть сзади, видимо, и решил все-таки вперед выйти. Кстати, Михаил Васильев второй в рейтинге. И это достаточно высоко. Мы говорили, что Данила Щербенко, который был вторым в предыдущем четвертьфинале, первый номер рейтинга. Ну вот как раз сейчас Михаил Васильев, уже понимая, что ему хватит запаса скоростной выносливости, довольно легко обходит всех. Смотрите, здесь круговые уже обозначились. У мужчин еще больше разница. Ну, не у мужчин, а у молодых людей, у юношей больше разница в классе. Первым приходит Васильев Михаил, представитель Сибирского федерального округа. Ждем окончания забега. Никита Шипеев, представитель Кузбасса, завершает свою дистанцию. Поддержите любимого спортсмена.
вот выходит следующий забег. В нем также принимают участие 6 спортсменов. Снова видим необходимость приведения льда в порядок. Шорт-трек – это опасный спорт, поэтому нужно быть уверенным, что сохранены максимально Ну и что, и теперь у нас на старте участники третьего четвертьфинала, 1500 метров, друзья. Напоминаю, формула выхода 3+3. Уже 2 четвертьфинала остались позади. И герои следующие. Это Андрей Петров, москвич. Это представитель Сибири, Сибирского федерального округа. Это Кирилл Терехов. Далее идем Вячеслав Шишкин. Тоже российское представительство. Матвей Шапаренко. И вот один гость из Беларуси. Это Арсений Березин. Ну и еще один российский отечественный спортсмен Дмитрий Малышев. Вот они все собрались. И тоже, да, все как-то вот повеселее, побровее. Как раз вот Дмитрий Малышев решил взять на себя тяжелое лидерское бремя. Видишь, так это учат, да, хорошо, такая низкая у него посадка, но он небольшого роста. Даже видно, вот следующий за ним Андрей Петров. Вот если их выпрямить, то один другому будет по плечо. Но в шорт-треке габаритность, конечно, имеет некоторое преимущество. Это когда уже на финише, когда это внутреннюю бровку закрывают, а силы у преследователя нет сделать волну и по внешней бровке. И тогда габариты, они дают о себе знать. Но все равно шорт-треки в основном маленькие, юркие. Те, кто может быстренько везде пролезть, залезть. Вот уже уезжают опять. Сейчас мы определим, наверное, лидера всех забегов. Матвей Шапаренко раздергивает группу. Сейчас нам вот ведут всех тех, кто претендует на выход в следующий круг соревнований. Конечно, но, скорее всего, вот тоже медленное начало мы увидим в финалах. А Скорее всего. Там же, конечно, не на результат, а именно на победу. А вот в полуфинальной стадии, я думаю, тоже будет все как в взвинченном темпе немножко. И у нас Андрей Петров впереди. Ну, здесь вот 3 спортсмена, они явно претендуют на выход в следующий круг. Может быть, кто-то еще со мной не согласен. Андрей Петров 3-й в рейтинге, тоже достаточно высоко, поэтому его лидерство вполне обосновано. Иногда, когда более слабый спортсмен выходит вперед, то это, конечно, определенная авантюра, да? Проверка соперников на прочность, ну и так свои немножко кондиции проверить. Андрей Петров у нас выигрывает забег. Четвертьфинал этот, он явно уже выйдет в следующий круг. И еще 2 спортсмена к нему тоже. Как я понимаю, Арсений, прошу прощения, Березин тоже попадает. Вот давай посмотрим. Ключевой моментик нам показывают. Нет, здесь ничего падений не было. Наши специалисты холдинга Матч ТВ осуществляют показ этой трансляции, этой в том числе. Поэтому вот какие-то интересные моментики в замедленном действии. Это красиво. Каждый раз, когда смотрю шорт-трек по телевизору, всегда думаю, насколько это просто красивый, невероятный вид спорта, Да. за которым нужно следить больше.
Кирилл Терехов, на мой взгляд, приехал к финишу вторым, но, во всяком случае, с точки зрения победителя, мы с вами все уже видели. И Андрей Петров представляет Московскую школу шорт-трека. Так же, как и я. Да. Ты сказала, вот разные школы, да, имеют свою специфику, а московская школа, она имеет свою специфику. Как учили в Москве бегать? Но у нас сейчас разные тренерские составы тоже, поэтому сейчас тоже можно заметить разницу между московскими спортсменами, кто где тренируется. Бегает тоже по-разному. И по технике тоже это очень заметно. Тимофей Жук говорит: ребята, у меня тут места-то нет. Вы что тут так растянулись? Давайте как покучнее. Итак, следующий, четвертый у нас четвертьфинал. И здесь Арсен Тимирбаев, представляющий нашу страну, Россию. Здесь Семен Калягин. Также Уральский федеральный округ, кстати, он представляет, Александр Симакин, москвич, и Мадьяр Мадихов из Казахстана. Аксалон Павлов, Республика Саха-Якутия. Аскалон, правильно сказала. Так, и Тимофей Жук из Республики Беларусь. Вот уже который раз замечаю, что спортсмены как будто бы срезают фишки. Сижу и не могу понять, ловлю себя на мысли. Это новое правило, которое... Не, это еще недостаток опыта, я думаю, так. Я думаю, что это так. Помню, когда мы маленькие были, срезали фишку, нам нужно было вернуться обратно, объехать все эти фишки и только уже потом продолжить дистанцию. Да, чтобы чтобы привычка стала, привычка вторая натура, да? Да, но потом, вроде как, несколько лет назад ввели такое правило, что на старте, когда соперники, происходит какое-то столкновение, но на старте, и ты срезаешь фишку, то это не является срезанием, и ты можешь спокойно продолжить дистанцию, не возвращаясь. Что имеется в виду? Вот видите, прямые такие длинные, но относительно, конечно. Вот там можно въезжать даже внутрь. То есть ты ничего не делаешь, не срезаешь дистанцию. А вот там, где мы видим черненькие фишки, там можно проезжать только с внешней стороны и никак по-другому. То есть уже проход внутрь будет караться пенальти. Нам иногда говорят, пишут там в соцсетях, что, дескать, что же комментаторы шорт-трека не знают спортивную терминологию, ведь пенальти. А вот если эти телезрители возьмут и почитают матчасть и поймут, что такое пенальти и почему именно пенальти называется, и почему только именно такое произношение, оно относится к футболу, а не к какому другому виду спорта, тогда критиковать не будут. А пенальти – это стандартное от английского, да, стандартное произнесение нарушения в шорт-треке. Так, ну что, Арсен у нас молодец. Арсен Тимирбаев выигрывает этот четвертьфинал, и ему все понравилось, так? Вот смотрите, вот сейчас была у нас тоже определенный ключевой момент. На третьей позиции сейчас Арсен, и вот здесь уже он тоже. Вот ровно ты о чем сказала. Юркий, небольшой, юркий, сразу нормально владеющий своим телом, да? Да. И, по-моему, Мадьяр Мадихов был вторым в этом забеге, насколько я понимаю, в этом четвертьфинале. Ну и в любом случае, опять-таки, скажем, 3 плюс 3. 3 первых гарантированно выходят в следующий круг соревнований. Ну и 2 четвертьфинала.
А потом уже мы будем дожидаться с вами стадию полуфинала, поскольку сегодня в программе два вида, две дисциплины. Дистанция 1500 метров у девушек и юношей. И еще эстафета. Вот, кстати, удивление было. Ни я, ни Эмина даже не знали об этом. Ну, поскольку Эмина не имела возможности выступать на турнире «Дети Азии», в 2019 году первый прошел зимний турнир. Мы говорили, что с 96 года, приуроченный к столетию олимпийского движения, вот тогда зародилась традиция, и сначала проводились только летние соревнования. В 2016 году организаторы решили, а почему не провести и зимние турниры, почему все только лето-лето, причем в том же самом олимпийском диапазоне. Раз в 4 года все это проходит. И вот в 2019 году на Сахалине, в Южно-Сахалинске, был проведен первый турнир такой «Дети Азии» международный. Ну и номер 2. Вот сейчас история не такая великая, но если брать, например, 96-го года, это уже такая крепкая история. Вот я говорила, Виталина Бацарашкина, но это вот то, что точно у нас на слуху. Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе. Она как раз вот первый раз выиграла именно на этом турнире «Дети Азии». Действительно, я нескольких олимпийских чемпионов называла, которые прошли вот эту сначала школу. А почему бы нет? Да, не так много соревнований международного уровня. Ой-ой-ой, у нас есть падение в такой вот детской, я бы сказала, возрастной категории. А тут уже международный статус, действительно серьезно все. Можно, как говорится, прикинуть на себя, примерить, как это будет в будущем на международных соревнованиях. Да, на самом деле этого не хватает, когда ты вырастаешь и приезжаешь на какие-то международные соревнования. Я беру себя, когда мы первый раз приехали на юниорский чемпионат мира, чувствовала, что нету вот этого опыта соревновательного с другими странами, с другими спортсменами. И, конечно, очень круто, что сейчас есть такая возможность попробовать себя уже в детском возрасте, побороться на вот таком высоком уровне. Алибия Алимгиреев, наш гость из Казахстана, он сейчас лидирует. И вот преследователь, это Валерий Кочетков. Тут Дмитрий Хисматуллин, Сергей Малышев, но уже было падение. Мы видели в этом четвертьфинале. Михаил Проняев и Игорь Гриценко. Вот в таком составе они выходили, во всяком случае. Валерий Кочетков также выходит, ясно, что в следующий круг соревнований. Ну, а Алибия Алимгиреев выигрывает, и он, естественно, в числе лидеров. Могу отметить, что молодые люди из Казахстана, мальчики, и выглядят поинтереснее, конечно, чем девочки. Повзрослее, что ли, как-то? Побыстрее, что ли, может быть, повзрослее, не знаю. Но видно, что они прям выходят и показывают себя на достаточно высоком уровне, в конкурентной будут бороться за призы. С девочкам немножко тяжело, прям есть такое, что нужно будет, конечно, постараться. Так, ну что, и заключительный четвертьфинал. Да, там, видите, тоже были какие-то падения, и судьи должны посмотреть, почему сам ли спортсмен упал, или ему кто-то, так сказать, помог, конечно же, в кавычках, в рамках правил или нет. Такое тоже бывает, что вроде бы соперник ничего не делал, просто скорости настолько высоки, небольшое столкновение, и вот вам, пожалуйста, уже сразу падение. Ну и вот, видите, так выглядит
юное дарование, которое, может быть, в будущем будет уже на самом высоком уровне представлять сборную Казахстана. Но мы видим, что вот в заключительном четвертьфинале все сплошь именно российские спортсмены, которые представляют, конечно, разные регионы. Так, и вот Башкортостан, например, это Эмиль Рухов представляет, Москва также, Владимир Панферов, так, Арсений Носков, Сибирский федеральный округ, представляющие, да, все российские спортсмены, Захар Наджук и Семен Павлов и Ярослав Жемчужин. Ну что, смотрим, даже так вот двумя руками. Да, заключительный забег, и уже после этого мы узнаем всех полуфиналистов 1500 метров. Ребята пока едут медленно достаточно, опять присматриваются друг к другу. Все ребята друг друга знают, скорее всего, бегают вместе соревнований, и каждый понимает, кто на что способен сейчас. Поэтому в ожидании того человека, кто выйдет вперед и возглавит этот забег. Пока делают перемещения. Башкирская школа, конечно, она хорошо известная, да? Да. В первую очередь Андрей Иванович Максимов, да, наставником. У которого вчера был юбилей. Вот так вот, да. Поздравляем его с наступившим уже днем рождения. Вот у нас произошло падение. Да, уфимская школа шорт-трека очень достаточно сильная. Мальчики показывают себя достаточно хорошо на соревнованиях. Вот мы сейчас могли увидеть момент, когда спортсмен после падения вышел на дорожку. И ребята не смогли его проехать, пришлось объезжать с разных сторон, тем самым потеряли позицию. Но тоже вот темп прям, да, какой-то по-взрослому, не по-детски все у нас здесь закладывают виражи-то ребятки, да, но надо держаться на ногах буквально до последнего, и это адресовано было к Арсению Носкову, у него там небольшой такой вот был, казалось, вот не дай бог сейчас собьется, да, вот к этому парню. Но все нормально, до финиша, главное, доехал. И в любом случае уже он в следующем круге. Ну, а Владимир Панферов выигрывает, как, да, я правильно определила, выигрывает этот забег. Давайте еще раз на финише посмотрим. Вот мы сейчас видели, да, как просто ехал, наступил на фишку и упал. К сожалению, да, это шорт-трек, и никогда не знаешь, где тебя ждет неудача. Да. Меня всегда, когда спрашивают, а почему так произошло, почему вас сняли, почему вот и упала? Один ответ – это шорт-трек. Это точно. Ну что, друзья, у нас 1500 метров, четвертьфинальная стадия осталась уже позади, и впереди финалы. Но сначала нужно подготовить лед к следующему раунду нешуточных детских испытаний.
девушек. Четвертое время в последнем забеге показал номер 44 Наджум Захар, представитель Дальнего Востока. Его время 2 минуты 35 403. Сейчас требуется некоторое время на подготовку льда, и совсем скоро мы увидим с вами забеги у девушек и юношей в полуфиналах на дистанции 1500 метров. Итак, в следующий круг соревнований среди юношей проходят представитель Уральского федерального округа номер 67 Бачанов Матвей, представитель Дальнего Востока номер 44 Наджук Захар и представитель Республики Башкортостан номер 34 Малышев Сергей.
12 часов 17 минут соревнование продолжится забегами у девушек на дистанции 1500 метров. Полуфинальные забеги. Две минуты до старта. Итак, вы увидите полуфинальные забеги у юношей и у девушек. В каждом забеге будет участвовать 7 спортсменов. И формула выхода в следующий круг. Только первые две спортсменки автоматически пройдут в следующий круг соревнований. Формула выхода усложняется. Соответственно, борьба будет еще сильнее, так как только первые две спортсменки автоматически квалифицируются в следующий круг соревнований. Как вы могли заметить, в
Ну что, друзья, это вторые международные зимние игры «Дети Азии». Это волшебный шорт-трек и четвертьфинальная стадия. На дистанции 1500 метров осталось позади у юношей и девушек. А впереди уже полуфинал, где мы и будем прояснять, кто же выйдет в финальную стадию соревнований. Причем здесь все по-взрослому. Есть финал А и финал Б. И только в финале А будут разыгрываться комплекты наград. Но вот этот финал А нужно еще умудриться попасть. Формулы выхода: две спортсменки выйдут, и одна будет добираться по времени. Это именно мы говорим про финал А. Ну, там, где будут и разыгрываться. И самый главный, самый важный. Вот мы как раз, получив стартовые протоколы полуфиналов, удивились немножко с Эминой Малагич. Ольга Богословская и Эмина Малагич ведут этот репортаж. Эмина Малагич очень известная в мире шорт-трека спортсменка, да, двукратный призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы и далее по списку. Уж не буду все там другие медальки разные твои подсчитывать. Вот мы удивились, что несколько сильных спортсменок, которые выиграли в своих четвертьфиналах, собраны, ну, например, в одном полуфинале. И, конечно же, мы представим их. Например, вот Ксения Прибытова будет здесь, Ольга Князева. Дальше смотрим, у нас Лабиб, Айсара Лабиб из Казахстана. Две представительницы сборной Казахстана здесь. Дарья Демидова, Дарья Степанова. Ну вот как раз мы говорили, что Дарья Степанова, она выиграла свой забег, так же, как и Ксения Прибытова. И кого-то я еще здесь видела из тех, кто выиграл свой забег. Ну, в любом случае, сейчас разберемся. А здесь уже совершенно будет другой расклад. Будет, я думаю, что будут и скорости повыше. Вот состав первого полуфинала на ваших экранах. И, наверное, здесь будет все порезвее, да? Да, здесь уже и поинтереснее народу прибавилось в забеге. Если до этого мы видели, у девушек было по 5 человек в забеге, то сейчас уже 7 девушек представлены, и каждая из них будет иметь шанс выйти в финал соревнований. Да, Айзада Алтынбек, также вот две представительницы сборной Казахстана, да, как я сказала, Айсара Лабиб, да, все правильно, и Алтынбек. Так, и кого не назвала, Дарья Степанова назвала, и Вероника Маслянка. Вот. В прошлом забеге Вероника достаточно уверенно себя чувствовала, поэтому будем смотреть, что покажет она сейчас. Девушки начинают забег медленно, как мы уже и предполагали, что все экономятся. А думалось, что будет побыстрее. Наверное, когда ты в юном возрасте, все-таки стараешься максимально сберечь силы до конца дистанции. О чем говорить? Не только в юном возрасте, я уже и в своем возрасте также экономила силы, чтобы на конец дистанции сделать вот этот один самый главный рывок и выйти в следующий круг. Ну, какую здесь вот тактику применят те, кто, ну, явно претендует на выход в следующий круг? Тактику пока не высовывайся, не вылезай особенно, да? Да, но хотя, знаете, сидеть сзади в конце, в хвосте где-то, бывает чревато тем, что когда начинаешь разгоняться, кто-нибудь, да, потом упадет. И в итоге ты являешься лидером забега, но оказываешься у борта. Дарья Степанова немножечко полидировала, потом вышла вперед Ксения Прибытова.
Понятно, что уже адреналинчик играет, кровь бежит со страшной скоростью. Внутри уже все девочки поняли, на кого в первую очередь надо обращать внимание. И как раз вот Дарья Степанова сейчас один из лидеров этого турнира, который называется «Вторые международные зимние игры Дети Азии». А вот уже зрелый бег мы видим, да, там за вторую позицию идет борьба. И вот правильно оборачиваются, смотрят, оценивают. 3 круга до финиша. Совсем уже чуть-чуть осталось. И 2 круга до финиша. И мы уже видим 2 лидеров этого забега. ну и в том числе Айсара Лабиб. Вот она на вторую позицию сейчас переходит. Удерживает. Да. И Ольга Князева, соответственно. Представительница, да, Челябинской области выигрывает этот забег. Ксения Прибытова. Сразу вот видно. Знаете, если бы просто смотрелось на соревнования, очень напоминает мне нашу спортсменку Юлю Бересневу. Она тоже представляет Челябинскую область. И такой же темный хвостик, такая же посадка. Да, ну Да. вот, все узнаешь. Ну и как тебе вот бег Ксении? Хороший. Думаю, будет интересно посмотреть в финале, получится ли взять золото этих игр Да, у нее ну, или нет. Понятно, что именно с мыслями о победе спортсменки, лучшие спортсменки, представляющие шорт-трек, приехали сюда, приехали... Участие 7 спортсменов. Тишина во время старта, пожалуйста. Стартовой забег. В нем принимают участие следующие спортсменки. Номер 32. Ковалева Александра. Уральский федеральный округ. Номер 29. Хальков Светлана. Сибирский федеральный округ. Номер 1. Шафигулина Наиля. Республика Башкортостан. Номер 8. Шабанова Ярослава. Республика Беларусь. Номер 19. Долговара Малика, Казахстан. Номер 41. Баранова Анастасия, город Москва. И номер 33. Никифорова Анна, Уральский федеральный округ. А в предыдущем забеге третье время показала Князева Ольга 2 минуты 48 649. Начинается борьба за лидирующую позицию. Вот у нас одно падение, к сожалению. На данный момент лидирующую позицию занимает представительница Беларуси. Смена лидера. И это уже номер 32 Ковалева Александра. Скорость забега начинает расти.
За вторую позицию переместился представитель Казахстана. И он сменный лидер. Две спортсменки обеспечили себе заметную ПМК. Крупный финишный лидер. Они спокойно планируют финишировать. А мы с вами будем наблюдать борьбу за третью позицию, за третье время, что, возможно, даст возможность третьей спортсменке выйти в следующий круг соревнований по времени. Завершился второй забег. Главный судья не внес никаких изменений в предыдущий забег, а тем временем на лед вышел забег номер 3. Дан старт второму забегу, а в предыдущем забеге третье время показал Ковалеву Александра 2 минуты 52 696. В третьем забеге принимают участие 7 спортсменов, среди которых номер 14 Шарагина Василина, номер 21 Алтузбай Мария, Казахстан, номер 45 Мальцева Дарья, Москва, номер 30 Дульцева Дарья, Уральский федеральный округ, номер 13 Топкин Дарья, Дальний Восток, номер 28 Савин Арсений, Сибирский федеральный округ и номер 9 Бориш София, Республика Беларусь. На данный момент лидирует представительница Республики Дарья Дульцева, но все спортсмены сидят плотной группой. Сейчас они начнут предпринимать попытки занять первую и вторую позицию. Это удается спортсмену Дальнего Востока, Шарагина Василине. Теперь идет борьба за вторую позицию. Лидер обеспечил себе небольшой предикат. Второе место занимает представитель Дальнего Востока. Сейчас ей нужно будет попытаться оторваться от группы преследователей. На третьей позиции представительница Казахстана пытается занять вторую.
Его лидер меняется. И забег выигрывает представитель Казахстана Алтынбай Нуриев. Подождем официальных результатов. Тем временем на лед выходят юноши, и вы увидите также 3 забега у юношей, 3 полуфинальных забега. Формула выхода такая же, только первый и второй спортсмен автоматически выходит в следующий круг соревнований. Плюс из всех 3 забегов будет выбрано одно лучшее третье время. А вы у нас в курсе? Стартовал первый забег полуфинала юноши. Тем временем в завершающем забеге среди девушек третье время показало номер 13 Токио Дата 2 минуты 41 708. Это лучшее время среди третьих. Она проходит следующий круг соревнований. В текущем забеге среди юношей принимает участие номер 60 Васильев Михаил, представитель Сибирского федерального округа. Номер 53 Шингисхан Тарасов, Казахстан. Номер 37 Пучков Даниил, Республика Беларусь. Номер 67 Хачанов Матвей, Уральский федеральный округ. 76 представитель Москвы. Номер 65 Терехов Кирилл, представитель Сибирского федерального округа. И номер 38 Березин Арсений, представитель Республики Беларусь. Впереди находится представитель Сибирского федерального округа Васильев Михаил. Его преследует представитель Москвы Петров Андрей. И за третью позицию мы видим упорную борьбу среди представителей Казахстана и Сибирского федерального округа. Только 2 лучших спортсмена автоматически выйдут в следующий круг соревнований, а за лучшее время третьей позиции необходимо побороться. Идет тактическая борьба, и мы видим смену лидера. Впереди находится Петров Андрей, представитель Москвы. Остался 1 круг до финиша. Поддержим спортсменов, уважаемые зрители. Первый пересекает финишную черту Петров Андрей, представитель Москвы. Забег завершен. Ждем официального подтверждения результата.
Стартовал забег номер 2. Третье время в забеге номер 1 показал представитель Казахстана номер 53 Чингизхан Эрасов. В текущем забеге принимает участие Панферов Владимир номер 77, представитель Москвы. Носков Арсений номер 64, представитель Сибирского федерального округа. Номер 33, Рухов Эмир, представитель Республики Башкортостан. Номер 51, Алимерей Алиби, Казахстан. Номер 81, Кочетков Валерий, Москва. Номер 44, Наджим Захар, представитель Дальнего Востока. Мы видим падение участников соревнований. Представитель Республики Беларусь номер 35 Магер Андрей. Пять спортсменов движутся плотной группой. Первый бежит представитель Казахстана номер 51. Вторую и третью позицию, за вторую и третью позицию борются представители Москвы номер 77 и номер 81. Осталось 4 круга до финиша. Поддержим наших спортсменов на данной дистанции. Им нужна наша поддержка. Скорость возрастает, плотно движутся спортсмены, не уступая друг другу, выбирая лучший момент для обгона. Представитель Казахстана не уступает свою позицию. Остался последний круг для лидера. И мы увидим, кто же попадет в следующий круг соревнований. Номер 51, представитель Казахстана Алимерей Алиби, пересекает финишную черту первым. Ждем завершения забега. Забег номер 2 завершен. На лед выходят участники следующего забега. без нормальный, да?
Главный судья соревнования оставляет результаты второго забега без изменений. Забег номер 3 готовится к старту. Полная тишина на старте, уважаемые зрители. Начался завершающий забег в полуфинале среди юношей. Третье время в предыдущем забеге показал Вячеслав Валерий из Москвы 2 минуты 36 698. В текущем забеге принимают участие номер 50 Оливьер Мейржан, Казахстан, номер 43 Щербинка Данила, Дальний Восток, номер 30 Тимирбаева Арсен, Республика Башкортостан, номер 52 Матиков Мадьяр, Казахстан, номер 78 Симакин Александр, представитель команды СИС, номер 70 Сматулин Дмитрий, Уральский федеральный округ, и номер 34 Малышев Сергей, Республика Башкортостан. Уважаемые зрители, напоминаем вам, как важна ваша поддержка спортсменов, которые двигаются к финалу. Позицию лидера занимает представитель Уральского федерального округа и тут же охраняет его представитель Дальнего Востока, Щербинка Данила, который пытается создать задел себе от остальных участников. Пока мы видим его, это ему удалось, его догоняет представитель Казахстана номер 50. Однако участники забега не отпускают лидера далеко. Осталось совсем немного до финиша. Мы видим упорную борьбу. Тоже займет первые 2 строчки в этом забеге, чтобы выйти в финал. Поддержим участников, уважаемые зрители. Нам так нужна ваша поддержка. Прозвучал гром, последний круг для финиша. Первые 2 спортсмена. Представитель Казахстана номер 72, номер 50 и представитель команды Москвы пересекают финишную черту.
start. Ready. Тишина во время старта, пожалуйста. Position number 3. Fast start. Race pace. 5. Full start. Go. To start. Ready. Стартовал первый забег девушек, а в предыдущем забеге главный судья соревнований вынес следующее решение. Номер 52. Маника Паньяр, Казахстан. Желтую карточку за 2 нарушения. Номер 43. Щербетка Данила. Дальний Восток. Выводится в финал Б. Также лучшее третье время забегов юношей принадлежит номеру 53 Шенгизхан Ярасыл из Казахстана 2 минуты 27:42. Он и выходит в следующем соревновании. Тем временем найдут первый полуфинальный забег группы 2. У девушек принимает участие 6 участниц. Номер 15 Кирбасова Полина, номер 26 Бабак Ксения, федеральный округ, номер 26 Сидмириса, Республика Саха, номер 2 Альбертова Ирина, также номер 4 Заболотная Ксения, Казахстан, и номер 42 представительница Москвы, Варгар Руслан. На данный момент лидирующую позицию занимает представительница Дарья Ростова. За ней следует представительница Сибири. Они обеспечили себе приличный пятника. Идет борьба за третью позицию. Итак, финиш борьба Ксении. Главный судья объявляет завершение забега. Участницы первого забега покидают лед, на лед выходит участница второго забега. Потому что она сзади. Да нет, она Она его вот так вот доставать. Главный судья соревнований не внес никаких изменений в предыдущий забег. К старту приглашаются участницы второго забега.
Стартовал второй забег на его круг. В нем принимали участие 3 представителя Республики Казахстан. Это номер 35 Олег Злата, номер 39 Макар Ульянов, номер 36 Кока Ростовская. А также представители Республики Беларусь Лукашевич Евгения, представители Кыргызстана номер 5 Михаил Александр, представители Кузбасса номер 23 Антонова Мария, который на данный момент является лидером забега. Он находится в основном лидером. На данный момент на следующем позиции находится представитель Республики Беларусь. За ним плотно следует корреспондент из Республики Саха. И замыкает эту пятерку представительница из города Уфы Михайлова Ксения. Каждый забег будет называться, следующее соревнование будет первые 3 участницы, плюс 1 участница последняя. В предыдущем забеге 4-ю позицию заняла Олимпиада Рената, представительница Башкортостана, ее время 3 минуты 53:08. Итак, за круг на финиш, следующую позицию занимает представитель Республики Беларусь, принимается новый спортсмен из Якутии. Посмотрим фото финиша, тоже был первый. А пока давайте поддержим представительницу Кузбасса. Ей необходимо преодолеть еще один круг для финиша. На лед вышли участники первого забега полуфинала, вторая группа. Ждем, когда будет готов к проведению забега. Уважаемые зрители, мы просим вас соблюдать полную тишину во время старта. Go to start. Ready. Итак, стартовал первый забег, в котором принимают участие 5 спортсменов. Номер 66 Калягин Семен,
Чусмас, номер 57, охраняет Михаил Чусмас. Они же являются лидерами этого забега. И мы видим, как борются за первые позиции участники. И на первую позицию выходит Шалягин Семен, номер 66, представитель Уральского федерального округа. Результаты предыдущего забега среди девушек. Четвертое время показала Софья Кокарева, Республика Саха. 2 минуты 54, 282. Из первого и последующих забегов два первых участника, достигшие финишную черту, выходят следующим автоматически. И лучшее время, которое покажут участники, занявшие третьей позиции, 1500 по-всякому, конечно, бывает. Интереснее всего дальше наблюдать эту вот тактику 1500 метров. Кто, что, на что способен, как раскладывает свои силы. Ой-ой-ой, обидно. На второй позиции ты идти и упасть. Обидно. Обидно. Жалко, конечно, что так. Семен Калягин впереди. Семен Калягин впереди, и за ним тут все российские спортсмены, да, все российские спортсмены. И Никита Черняев за ним. Сбиваются все фишки. Сразу видно, что, Сил нет. сил нет. Потому что на взрослом уровне я замечаю, что все-таки фишки достаточно, они сбиваются, много сбиваются, но чтобы прям так явных каких-то сбиваний нету. То есть это все происходит в какой-то борьбе. А здесь все-таки, да, ребятки все-таки еще не на опыте, вроде бы едут одни, никто их никуда не толкает, а все равно фишки сбивают, едут прям около них. Да, ну и вот было там падение, сейчас в повторе, если мы увидим, по-моему, так, ну, не знаю, это нарушение, не нарушение, но вроде бы собственный сбой, да, был такой. Сам, да, присел на колено. Вот обсуждение небольшое и тренерское, ну и судейское, наверное, конечно, просмотр падения обязательно будет при любых вариантах, даже когда вот на кубковых соревнованиях, кстати, это ноу-хау именно этого года, мы видим, что появляются сначала желтые квадратики, но когда судьи на видеоповторе, уже разбираясь в этой ситуации, видят, что нет нарушения правил, то они не утруждают главного судью, они сразу. И для нас это очень визуально, прям вот показательно. Сразу эта карточка или там квадратик зеленеет, это значит, что уже просмотра с судьей, с главным судьей не будет. А вот то, что остается до последнего, уже закончилась там дистанция, да, там забег, а то, что осталось желтым, нам показывает, что уже совместно с судьей этот просмотр и уже коллегиальное принятие решения. Так, Вячеслав Шишкин, Тимофей Жук, два представителя Республики Саха-Якутия с одной фамилией Павлов, Семен и Аскалон, и Никита Шипец. Достаточно спокойно, на самом деле, ребята проходят круги.
8 кругов. Достаточно, кстати, в таком темпе среднем едут. Не просто прохлаждаются, а стараются что-то показать, что-то, может быть, на какой-то свой рекорд проехать, что тоже немаловажно. Если не пробежишь, если тренер вот так воочию не увидит, да, что ты, ведь опытный тренер тоже же смотрит, да, даже вот есть ли определенная психологическая устойчивость, да, вроде как научила одному, а на льду делает совсем другое. Это что такое, да? Это значит, нервишки играют и не дают возможности ногам делать то, что было раньше запланировано. Ну, а это только в соревнованиях может проявляться. Где еще? Ну и вот у нас Тимофей Жук здесь вот в этой двойке, да, и Вячеслав Шишкин. Так я понимаю, что да. эти два спортсмена, да, пытаются что-то между собой, да, решить. Да, вот сейчас как раз Вячеслав Шишкин подобрал ключик сопернику и вроде даже посвежее как-то выглядит. Уже слышали гонг, все понимаем, что это финиш. Еще раз напомним формулу выхода. 2+1, то есть два спортсмена выходят в более высокую стадию. Мы, конечно, уже не говорим там ни о каких медальных раскладах, но те, кто пробираются в финал D, например, да, они окажутся в турнирной сетке повыше. Вот. Ну, здесь, наверное, не стоило особо там напрягаться и бороться, было уже понятно. Это опять-таки, такие личные собственные амбиции. Просто для турнирного расклада никакого здесь принципиального значения не имело. С первой позиции или со второй позиции, какая разница? Но когда ты выиграешь, все равно уверенность чуточку повышается. И дальше тебе просто психологически будет немного легче, наверное, выигрывать, побеждать. Еще один забег у нас заключительный. Только один остался. И дальше мы уже сможем наблюдать уже финальные забеги, где будут разыгрываться первые комплекты медалей, наград в шорт-треке. Да, но это после будет подготовки льда. Обязательно к этой стадии нужно подготовиться. Ну и тем более главное, мы с вами увидим финалы по шорт-трекистским законам. Сначала Б, а потом А. Но это у взрослых. У юношей и девушек может быть все что угодно, да, мы увидим. Ну, будем, естественно, разбираться по ходу, безусловно. И сейчас просто поймем, кто из этого забега тоже куда выйдет. Опять-таки скажем, что разница в классах, она просто гигантская. И даже, так, это рестарт? Да, фальстарт был. Фальстарт. Вот сейчас как раз посмотрим, если на решетку всех вернут. Нет, это рестарт, это даже не фальстарт, это падение до первого поворота. Хотя вот обычно, по-моему, всегда возвращают. Всегда возвращают, только когда спортсмены на нервах играют у судьи. Вот мы видели на этапах Кубка мира, когда было аж 5 падений. И, по-моему, там японка в очередной раз упав, уже никто на нее внимания не обратит. И это тоже правильно. Мне кажется, ну хорошо, еще когда прям вот столкновение до первого поворота, имеет смысл дать рестарт, имеет смысл. Но когда, например, там второй раз и спортсменка одна и та же опять падает, да, ну, трудись лучше, держись на ногах. Ну что ж смотреть-то за
этим ползанием. Да, мне кажется, вот эти, конечно, правила старта тоже нужно очень много их рассматривать, пересматривать, потому что вот даже вот сейчас спортсмен споткнулся самостоятельно. Сам споткнулся, никто ему не помешал, забег подняли, вернули. Да, я, конечно, понимаю, что это дает шанс все-таки. Вроде бы такая нелепая ситуация, но ты упал. Это твоя ошибка, значит, не повезло. Владислав Колесник, Владимир Комков, Ярослав Жемчужин, Игорь Гриценко и Дмитрий Малышев. Все представители России, все наши. Ну, это вот как раз заключительный утешительный полуфинал. И дальше заливка льда. И потом уже будет лед горячим. Обязательно. Будет жарко. Да, разрыли. Тут очень красивая церемония открытия была. Такая очень душевная, кстати, очень современная. И я слышала, что некоторые чиновники изначально думали, ну как это вот виртуально герои будут сначала появляться, как это будет все. На самом деле было все очень-очень-очень органично, все в духе времени. Проходили квест или компьютерную игру. А мы знаем, что киберспорт тоже теперь входит в программу крупных соревнований. И вот в программу «Дети Азии» он тоже ходит, ну, как демонстрационный, правда, но тем не менее. Всегда что-то когда-то бывает демонстрационным. Даже на Олимпийских играх, да, точно так же. Сначала ты должен быть демонстрационным видом, а потом попадать в основную программу. Да, я буквально недавно сама столкнулась с этим киберспортом. Так как я работаю сейчас со спортсменами, и у меня как раз ребята были киберспортсмены. И вот они мне долго рассказывали про свой вид спорта, и я была, честно, очень удивлена тому, что как вот происходят их игры, и интересно. Владимир Комков сейчас лидирует. Там за спиной образовалась группа из двух спортсменов. Это преследователи. И удастся им что-то там подтянуться или нет, по-моему, сил не очень много. Были увлечены борьбой друг с другом. И она тоже, опять-таки, важна, учитывая, что только два спортсмена имеют возможность пройти в более высокий раунд. Ну, а невозмутимый Владимир Комков продолжает отрываться от всех и вся. И вот уже мы его ждем к финишу. Ну и это Владислав Колесник, да, я так как понимаю, ближе всего расположен. Вот, видите, какой финиш. Финиш победителя этого утешительного полуфинала. Ну и, друзья, теперь, конечно же, будем ждать главного. Впереди розыгрыш первых комплектов наград в турнире по шорт-треку на вторых зимних международных играх «Дети Азии». Первый комплект, первая медалька – это очень важное дело. Но вот, да, сначала один – Жемчугин, да, так рукой подвинул Колесника, ну а потом произошло вот еще и такое падение. Все, прерываемся ненадолго и вернемся к главному.
Сейчас вы увидите финальный забег на дистанции 1500 метров у девушек. Финальный забег набирается соответственно, скорость дальше возрастает. А мы напоминаем, что Какое, говорит, имя самое популярное у девочек? Говорят, Софья, да, или София. А вот здесь, судя на финал Б, кажется, что Дарья. У нас аж 4 Дарьи. Дарья Мальцева, Дульцева, Степанова и Демидова. 4 Дарьи. И далее по одной: Ольга Князева, Александра Ковалева и Анна Никифорова. Это финал Б, дорогие друзья. Дистанция 1500 метров. Лучшее место, то есть победитель займет в итоге 8-е место. Уже 6 кругов до финиша у нас остается. Половина дистанции пройдена. И сейчас девочки начнут борьбу за выигрыш в этом забеге. Ну, во всяком случае, поровнее видно, да, вот если мы наблюдали с вами четвертьфиналы или полуфиналы так называемой группы «Б», где не были сильнейшие, какие разрывы были. А сейчас все как-то вот уже показывает, что вот он такой вообще шорт-трек бывает, да? Все вместе, все в кучке, никто друг от друга не отстает сильно. И все стараются в борьбе показать результат. Да, есть даже, так иногда бывает заметно, командные какие-то небольшие договоренности, кто чего ведет, кто куда выходит, вперед. И финиш. О, смотрите, там за вторую позицию была борьба. И Ольга Князева выигрывает сейчас финал Б и становится 8-й. Ну и, конечно же, мы с вами представим сейчас сильнейших. Тут же будет финал А женские, а потом финалы сначала Б, потом А мужские. Ну и вот первый розыгрыш комплектов медалей прям не за горами. Ой-ой-ой, а по-моему, подтолкнули. По-моему, подтолкнули. Но это вот такой кульминационный момент. Как и Дарья Мальцева.
Да, достаточно аккуратно на самом деле влезают спортсменки. Если пытаются сделать обгон, то все равно готовят. И либо если не видят, что не успевают, то стараются притормозить. Мы в свое время, как вспомним, как видим дырку, летим. Иногда хочется, чтобы именно так, потому что бывает, что это единственный момент, как вот я говорю, до сих пор удивляешься, сколько лет прошло с 2014 года, как вот всю жизнь я сама бегала спринт. Я была уверена, что в финале Виктор Ан, там был же первый фальстарт, тогда узаконенный, сейчас же без права на фальстарт, а так узаконенный был. И я подумала, что все-таки это был первый крупный старт после огромного перерыва, да, и когда там из травмы он выходил. Ну да, был чемпионат Европы, но вот такого уровня первый старт, и я думаю, ну надо же, как проворонил старт, засиделся, и когда он сказал, что он специально это сделал, то есть он все рассчитал, он знал, кто как будет впереди из соперников. И вот на китайца, на молодого, он ориентировался, сказал, что он точно будет толкаться. Он его хотел пропустить вперед, чтобы тот сделал то, что считал, да, что считал Виктор. Ну и, собственно говоря, так и было все, как Виктор Ан сказал. Молодец, конечно. Нам представляют главных героинь. Посмотрите, какие красавицы очевидные. Семерка сильнейших спортсменок. И вот сейчас мы знаем, кто станет первой чемпионкой игр по шорт-треку. Вообще, поэтому в этом турнире Ксения Прибытова, Нурия Алпизбай была представлена, Василина Шарагина, Дарья Тавкан, Айсара Лабиб. Ну, вот три спортсменки, представляющие сборную Казахстана. И Малика Жалтабар. Из Казахстана. И Анастасия Баранова. Ну да, тут, видите, уже довольна, рада, что попала на экраны телевизоров. Понятно, что родственники там ближайшие, наверное, мама, папа в обмороке у экрана. Не все родственники выдерживают это зрелище в прямом эфире. Иногда так со спортсменами поговоришь, говорит, да, мама там из комнаты в комнату бегала, спрашивала, ну как там? Потому что видеть в прямом эфире это нужно особую нервную систему иметь. Итак, три представительницы сборной Казахстана и три представительницы нашей команды. И мы сейчас понаблюдаем. Ну, напомню, что уже у нас остался позади и полуфинал. И их было 3. Так вот, Ксения Прибытова выиграла свой. Малика Жалтабар выиграла во втором. И Нурия Алпизбай в 3-м. Так что вот такая будет борьба. Сейчас будем наблюдать за тактическими моментами спортсменок. И, конечно, забег начинается медленно, как мы говорили ранее. Хотя нет, вот представительница Челябинска пытается немножко разогреть интерес соперниц и добавить скорости этому забегу. Каждая сейчас смотрит, думает, что делать, куда, когда удобнее.
пасут друг друга. Уже тренеры опытным взглядом должны были посмотреть, кто какую предпочитает тактику, исходя из предыдущих раундов, и на нее надо опираться, потому что, вот мы говорим, привычка вторая натура, чтобы быть очень разнообразным, особенно когда есть такой стресс, да, нужно, чтобы опыт за плечами был. А когда опыта огромного за плечами нет, когда ты еще не можешь все четко контролировать от А до Я, а в этой возрастной группе просто это быть не может, тогда в ключевые моменты выходит вперед что? Привычка. Вот как тебя обучили. Да. И здесь все будут действовать согласно этим правилам по стандарту. И вот опытные тренеры, они подсказывают не только исходя из того, как твоя ученица здесь и сейчас готова, а из того еще, как главные конкурентки, где у них, если есть какой-то козырь, ну что ж его перебивать. А вот слабые места, вот на них здесь надо точно отрабатывать, да, на них. Допустим, я не знаю, там медленное начало. То есть медленное начало бежит только за счет того, что очень хорошая финишная скорость, спринтерские данные, да. Значит, что надо? Надо накормить в самом начале, чтобы уже к финишу еле ноги притащила, да. Если тоже у тебя такая возможность есть, да? Да, вот мы видим сейчас девушка уже лидирует. Это уже Ксения очень сильно, Прибытова. да, Прибытова уже лидирует очень долгое количество времени, и все, то есть прибавляет скорости. Вот Малика Жолтобар ближе всего к лидеру. Анастасия выходит на третью позицию у нас. И остается круг до финиша, и сейчас... Но надо держать. Надо держать. И финиш. Вот очень важный момент. А вот так вот. Все, да. А вот так вот. А вот так вот. Это Анастасия Баранова. Это Анастасия Баранова на финише вырывает победу. И Ксения Прибытова вообще не понимает, что произошло, да. А давайте еще раз посмотрим, да, насколько я поняла, Анастасия в самом конце пошла по внутренней бровке. Есть золотое правило. Не знаю, вот, Имин, я, конечно, опираюсь в первую очередь на опыт легкоатлетический. В легкой атлетике есть золотое правило. Никогда не уступай бровку. Ну, конечно, не внутреннюю. Да. Вот мы сейчас вот видим даже, да, то, что Ксения просто ее начало выкидывать наружу, и было место для финиша для Насти. Это был очень удачный финиш у нее, потому что если бы, наверное, все-таки Ксения была немножко поопытнее, то на финиш бы, скорее всего, прикрыла бы бровку, и Насте бы уже тогда было бы тяжелее бы залезть. Но я вот смотрю, допустим, на тех же этапах Кубка мира, те, кто могут это делать, делают даже на финише некую змейку, да? Да. Некую такую змейку, то есть вправо-влево, чтобы постараться, когда выходит уже на финишную прямую, вроде бы показать соперникам, что ты идешь справа, да? Они во внутреннюю бровку уходят и резко перед ними тоже во внутреннюю бровку. И уже никакой возможности сделать эту хоть маленькую, хоть какую-то волну вправо, уже никакой возможности нет. Вот так вот тоже надо мудрости набираться. Ну что, очень интересный был такой, видите, разнонаправленные эмоции. Разнонаправленные. И стесняются девчонки, конечно, тоже. И эмоции свои стесняются. Очень здорово, очень интересный получился этот забег, да. Кто-то истратил свои силы. Ну вот как девчонки из Казахстана, видимо, оставили в большинстве своем в полуфинале, потому что тогда у них получилось лучше, чем получилось сейчас. Да, все верно.
Но ничего, сейчас еще будет 500 метров. Посмотрим, как они смогут показать себя и реализовать, потому что сейчас в Казахстане девочки достаточно хорошо показывают себя на 500 метров. Вот Яна Хан очень хорошо себя зарекомендовала в этом сезоне на Кубках мира. Бегает по личным рекордам, по рекордам Казахстана. И очень хорошая перспектива. Поэтому я думаю, что спринтерская дистанция у девушек должна идти хорошо, судя по тому, как показывает старшее поколение. Да, ну мы, естественно, желаем всем и победы, и удачи. Видим, как много новичков в кубковых соревнованиях, да, и те, кто вообще не был отмечен еще в прошлом году, попадают на пьедесталы почета. Хотя меня всегда вот такой расклад напрягает. Все-таки нужно опять-таки приобрести опыт большой. Надо, чтобы судьи к тебе присмотрелись. Надо, чтобы соперники тебя знали. Потому что это всегда внутренне подвешивает такие знаки вопроса. Вдруг откуда, да? Потому что откуда ни возьмись, очень тяжело это сделать. Обязательно нужно, чтобы за твоей спиной были какие-то ступени. Какие-то. У кого-то их 20, а у кого-то 5, но они все равно за спиной должны быть. И когда вдруг появляются вот такие абсолютные выскочки и врывается на пьедестал почета, я сразу начинаю напрягаться. Я думаю, что не только я, и конкуренция тоже напрягаться. Что есть определенный пул, да, есть юные спортсмены, но то, что касается, например, сборных азиатских, особенно там Кореи, Китая, да, это вот особняком. У них точно из юношеского, детского возраста сразу многие из них влетают на пьедестал почета, как вот и этот сезон точно так же показал, да, и победа на чемпионате мира среди юниоров, да, и победа на Кубке уже можно ставить знак равенства, но все-таки это больше относится к азиатам, да, им к этому мы привыкли, у них огромная скамейка запасных. И, конечно же, у них такой уровень конкуренции в своей команде и такой уровень мастерства. И, как мы говорим, вот кто кого выкатывает, да, когда ты попадаешь в такую компанию, где без сантиментов, то результаты на ваших экранах. Анастасия Баранова, поздравляем, Ксению Прибытову, ну а Малика Жолтабар получает бронзовую награду. Вот, по-моему, слезы были на ее лице. Вот я опять-таки вот продолжаю, я говорю, этот спич, а вот когда, допустим, европейцы или даже заокеанские спортсмены вдруг вообще вот нигде не был, да, и вдруг на пьедестал почета. Мне всегда кажется, что это ненадолго. Это выглядит очень удивительно. Вот буквально в этом сезоне я тоже, когда смотрела Кубки мира и видела, когда попадают европейцы на пьедестал почета, сначала у меня, конечно, тоже было большое удивление, как, откуда, но потом, на самом деле, посидев, поразмыслив и вспомнив, какие были предыдущие года у ребят, например, взять того же турка, который буквально стал там бронзовым призером чемпионата Европы, если не ошибаюсь. Да. То есть предыдущие сезоны он всегда был где-то рядом. Нет, он у нас как раз не вызывал никаких сомнений. Вот, например, у нас у комментаторов, потому что действительно мы сначала 2 годами ранее было удивление вообще вот его попадание уже, потому что мы с четвертьфиналов начинаем, да, ну вот в основном, что вот в эту стадию, да, то, что прошел. А потом мы уже видели. Но некоторые персонажи совершенно по-другому вдруг прошли. Ну да, есть такие, конечно, тоже. И не знаю, посмотрим, насколько это будет долго. Конечно, хочется, чтобы, когда человек попадает на пьедестал почета, чтобы он все-таки держал вот этот вот уровень, свою позицию и показывал дальше высокие результаты. А не так, что как один раз стрельнул и все, забыли все про тебя.
Да, ну, были какие-то проблемы там у судейского корпуса, и мы уже теперь знаем, что скорректировали финалы. В любом случае мы финал Б с вами сейчас наблюдаем. Потом будет финал А. Здесь опять-таки самое высокое место – это 8-е. Кто может из этих сейчас? Валерий Кочетков выходит вперед. Даниил Бычков, Кирилл Терехов, Матвей Магер из Белоруссии. Ну, вот он един. И Даниил Бычков, тоже представляющий Белоруссию. 2 спортсмена, все остальные нашу страну. Так, Магер, Арсен Тимирбаев, да. Кстати, вот попадание Данила Щербенко, я думаю, что для него такой нокаут, финал Б. Потому что я говорила, что он один из лидеров рейтинга, лидер рейтинга. И попадание в финал Б, ну да, значит, надо постараться сделать определенные выводы и уже к другим видам, к другим дисциплинам по-другому. Так, и Дмитрий Хисматуллин. Да, сейчас мы видим, 2 белорусских спортсмена у нас лидируют. Данил Бычков, 37-й номер, нашлемный. А вот у нас уже и поменялось все. Вот уже и поменялось. 6 кругов до финиша. Еще много. Еще тоже может все поменяться 10 раз. Арсен Тимирбаев, да, впереди? Да, вышел вперед. 4 круга до финиша. И сейчас будут, наверное, на финише уже разыгрывать, кто же выиграет. Но это финал Б все-таки. Это не финал А, поэтому 8-е место кто завоюет, да? Ох, какая борьба тут идет. Борьба серьезная. Очень серьезная борьба. Между Даниилом и Арсеном. Да, как раз вот Даниил Щербенко. И все-таки не будет пробовать. Я думаю, что Арсен уже сил не так много. Итак, Арсен Тимирбаев выигрывает финал Б. Ну и сейчас нас отправят туда, в зону подготовки, где будут представлять разное представление, да, вот разный был регламент. Сначала мы видели, что все было именно на старте, но финалисты обязательно снимали шлем и таким образом представляли себя во всей красе. Сейчас шлем не снимают, красу мы уже знаем. И на пресс-воле, на таком, на специальной выгородке на баннере идет представление каждого спортсмена или каждой спортсменки. С женской частью программы мы уже определились. И это 2-й комплект наград, который ждет своих героев, своих хозяев. Вот показывает нам тренерский штаб ребят. Все молодые. Да, все молодые, все амбициозные. И сейчас уже ждут предвкушения, чьи же спортсмены окажутся лучшими на этой дистанции. Тренерам будет на самом деле очень тяжело. Я это поняла со стороны. Когда ты бегаешь намного спокойнее, ты вышел, и все зависит от тебя. Когда ты тренер, ты хочешь вроде помочь своему спортсмену, уже ты готов выбежать на эту ледовую дорожку, чтобы уже сказать, ну сделай так или так. И, конечно, бегать легче.
Ну и когда нам будут представлять состав участников главного финала, мы, конечно же, в отдельности остановимся на каждом. А сейчас скажу, что 3 представителя сборной Казахстана, 3 московских спортсмена и Михаил Васильев сибиряк. Вот так вот. Вот такой вот уровень сейчас. Итак, на лед выходят участники финала А. Позиция номер 1, 76, Петров Андрей, представитель Москвы. Стартовая позиция номер 2, номер 50, Талиген Мейржан, Казахстан. Стартовая позиция номер 2, номер 60, Васильев Михаил, Сибирский федеральный округ. Стартовая позиция номер 3, номер 53, Шингышхан Красыл, Казахстан. Стартовая позиция номер 4, Алимгериев Алиби, номер 51, Казахстан. Стартовая позиция номер 5, номер 77, Панферов Владимир, Москва. Стартовая позиция номер 7, Симакин Александр, Москва. Go to the start. Ready.
начался финальный забег, и мы видим, что с самого начала началась борьба за лучшее место. Я напоминаю, что это финал, а сейчас мы узнаем победителя на дистанции за сегодняшний день, дистанция 1500 метров. Такая, но второе тоже обидно. Вот третье, ты попал на пьедестал. Это не обидно. То есть ты вошел в тройку сильнейших, и ты возьмешь уже медаль. Ну, первое, что тут говорить. А второе, все-таки считается, что ты уступил, да, чемпиону. Так, видите, какую тактику выбрали наши гости из Казахстана. То есть такую стеночку хотят выстроить перед всеми другими участниками главного финала. Напоминаю, дистанция 1500 метров. Второй комплект наград будет разыгран буквально через 8 кругов, уже меньше. Видно, что ребята достаточно быстро уже ведут забег, в темпе передвигаются. И, конечно, сейчас, скорее всего, начнут меняться. Вот Михаил Васильев ближе всех был к спортсменам, к соперникам из Казахстана. И он так и сохранил сейчас, ну, теперь третью позицию, потому что два наших гостя теперь впереди. Еразил как раз. Вот Михаил у нас вырывается вперед. 4 круга до финиша, и посмотрим. Да, Тоже Михаил сейчас Васильев, да, Андрею Петрову он набирает по большой. проиграл, и, может быть, это хитромудрый был ход, не выкладывать все карты на стол. Вот самая настоящая борьба, самый настоящий шорт-трек, нет. Все как и было, да. Андрей Петров вырывается вперед. Посидели наши ребята за соперниками из Казахстана. И вот так вот. Только одно место уступили третье. Андрей Петров чемпион. Чемпион вторых международных зимних игр «Дети Азии». Молодец. Молодец. Все очень грамотно, да. Хитромудро все сделал. Смотрите, ничем себя долгое время не проявлял. Не дернулся, когда казахстанские атлеты пошли вперед. И, казалось бы, ну, юная душа не должна выдерживать такого напора. А вот, видимо, тренер сказал, сделать надо только так, да, дожидаться там, например, 3 кругов, потом пошел вперед, ну, а дальше уже кто как может. Да, но на самом деле было с самого начала видно, что Андрей себя зарекомендовал как лидером, наверное, этой дистанции. Очень хорошо смотрелся во всех забегах. И, конечно, для меня это не удивление, что сейчас он все-таки взял золото этих игр. Я, говорит, вот так делал. Давай, радуйся, конечно. Давай, радуйся. Первая победа. Не знаю, какая у него по счету, но, может быть, там на региональном уровне, да. Но уверена, что крупная такая победа. Это вот первая для спортсмена. И сразу наши коллеги с Матч ТВ тут же берут интервью. Как пойдет позицию? Много уйдет, много уйдет. Конечно, быстро. У юношей на дистанции 6400 мест. Первое место Андрей, Москва.
Ну, вот так вот выглядит тройка сильнейших. Мы еще с Эминой Малагич там подслушиваем, что говорит диктор на трибунах. Но мы же на арене, но мы же собственными глазами видели, что представитель сборной Казахстана был третьим, а никак не вторым. Вот так вот именно выглядит тройка сильнейших. Go, go. Ready, ready. И вот ведь, дорогие друзья, каким образом у нас произошло. Мы видели, что Михаил Васильев на финише был вторым, но судьи были безжалостные, лишили серебряной награды парня за неэтическое поведение, да, за нарушение норм поведения. Правда, мы не поняли, что там произошло, что он должен был или сказать кому-то что-то не так. Ну, вот что-то в этом роде, потому что с точки зрения именно правил бега, да, самого ведения спортивной борьбы, ничего, никаких нарушений мы, во всяком случае, с Эминой не отметили. Ничего такого не было. А вот как-то обратился к сопернику, потом не так, или еще что-нибудь в этом роде, что-то некультурное, нецензурное, ну, не знаем точно. Знаем по факту, что Михаила Васильева лишили возможности называться серебряным призером, а значит, надо делать выводы. Потому что вот Эмина говорит, что опыт у нее тоже был такой печальный. Да. Печальный опыт был. Но мне кажется, что достаточно одного раза, да, чтобы... Но на самом деле нет, недостаточно, потому что ты не можешь контролировать эти эмоции. Все-таки, когда ты соревнуешься, произошло падение. Нет, когда ты соревнуешься, ты выплескиваешь вот эти эмоции, конечно, ты просто иногда не понимаешь, где ты что лишнего сказал, потому что все-таки как будто разум затуманивается, ты вот там находишься, здесь, сейчас, пытаешься что-то показать результат, это не получается, ты расстраиваешься и иногда выплывают такие фразочки. А это финал С, утешительный финал, и Айзада Алтынбек лидирует сейчас в этом финале, и Сюзанна Халко, да, она, по-моему, там вторая. Ну, во всяком случае, Айзада Алтынбек выигрывает финал, так называемый финал С. Ну, понятно, что
главный финал мы уже с вами видели, и все там распределилось. Ну а теперь утешительные финалы женские С, Д, Е, а мужских аж даже 4 С, Д. Ага, то оставили 3. В регламенте было 4, а оставили тоже 3. И вот нам показывают сейчас, Е. как упали девушки. Не очень приятный момент, вот о котором я говорила, когда ты едешь по большой, пытаешься обогнать, и нужно делать, конечно, все без нарушений, но здесь мы видели, как просто девушка ехала по большой, и вторая просто упала. Вот это называется «не повезло». Да, не повезло, и ругаться не нужно, и нужно держать нервы в узде. Вот в шорт-треке особенно, да, если в конькобежном спорте это не очевидно, оно тоже есть, но в шорт-треке особенно. Мне даже кажется, что вот ментальность превосходит физические кондиции в момент именно вот главных соревнований, там, Олимпийских игр или чемпионатов мира, особенно Олимпийских игр, что голова на первом месте, а на втором месте ноги. Столько мы видели, казалось бы, вот брак, казалось, господи, боже мой, ну, прям вот ногами, ну вот чудеса, да, делает физически. Например, Катя Ефременкова, да, которую ты прекрасно знаешь, сколько уж было пробегано, да. Вот я смотрела даже по ходу предолимпийского кубкового сезона, да. Даже вот видел такие моменты, вот когда она пошла там резко, Схюлтинг обогнала, ее сняли, да, потому что, ну, Схюлтинг уже как бы для судей немножко непререкаемая, всяко бывает, но немножко так. И там, конечно, ну, спорный момент был, и можно было бы сказать, что да, и Катя с браком также, но уже вот это было показательно, что Катя не отсиживалась за спинами, да, а уже дерзко так, Схюлтинг, неважно, а я вот Екатерина Ефременкова, да, рестарт сейчас из-за падения. Это финал, соответственно, Д у девушек. А потом вот пришли Олимпийские игры, и опять вернулась та же самая психология. И мне было так вот жалко, думаю, физически настолько хорошо готова, а вот как будто, я не знаю, может, она думала по-другому, я не знаю, вот ты ее хорошо знаешь. Для меня было однозначно, какие мысли. Вот она подъезжала к спине той соперницы, которую она точно могла обогнать. И как будто в голове говорилось, ну, я приблизилась теперь на следующем круге, да? А следующего круга иногда не бывает. Ну, то есть он есть, но надо здесь и сейчас, как это, куй железо, не отходя от кассы, да? Но зная Катю, я уверена в том, что таких мыслей у нее не было, потому что Катя не из таких людей, которые будут сомневаться. Но структура такая, понимаешь? Да, но казалось и со стороны это именно так. Просто я не знаю, почему так сложилось, но да, в олимпийском сезоне девчонки как будто немножко где-то чего-то, может быть, боялись, переживали, где-то не было уверенности. Конечно, это работа, я считаю, и тренерского штаба, большая работа, которая, возможно, где-то была недоработана и на психологическом плане, и не было той уверенности у девочек, потому что, да, мы же видели даже, когда выходили эстафету бежать, то не было той уверенности в женской команде, которая была ранее. То есть уже выходили... Тебя не хватало. 100%. Не хватало. Нет, но Катя сама сказала, что отправилась именно вот в классические коньки для того, чтобы приобрести эту уверенность. Потому что в классических коньках действительно, ну вот казалось бы, все в коньках и все на лезвиях, но это совершенно разные, совершенно несопоставимые виды спорта, и совершенно другие правила диктуются там. В конькобежном спорте, ну, кто сильнее, тот и выигрывает, да? Ну, если только там, я не знаю, там, круги перепутали, да, как такое же тоже бывает, да? Перепутал переход. А то, что касается вот
физические кондиции там проявляются такие, какие есть. Да. А вот здесь, в шорт-треке, ими надо еще воспользоваться. И вот Катя сама сказала, да, что вот мне придает уверенности именно сейчас для организма эта задачка ого-го какая, то есть умноженная на двое. Пойди попробуй. А, тебе надо перестроиться, а Б, когда все уже уходят отдыхать. Вот тогда в прошлом году закончился чемпионат России, еще многоборный, да, по шорт-треку. И она тут же буквально все домой к Новому году готовятся, салатики, а она, значит, на конькобежной, да. Это само по себе. Но зато меняется ментальность. Вот мне кажется, что вот это вот тоже очень-очень-очень важно. Нет, психология, это, мне кажется, один из Даже самых вот главных не 50%. аспектов. Да. Даже вот, мне кажется, на Олимпийских играх это 80%. Да, 100%, потому что каким бы ты сильным спортсменом не был, все равно голова очень многое решает. И мы всегда с девчонками, я помню, мы сидели, всегда обсуждали, когда забеги, мы понимали, что мы должны быть сильны именно головой. То есть и когда мы начали уже показывать результат, когда мы понимали, что мы готовы к борьбе, мы выходили на лед уже другими спортсменами, мы выходили другими людьми. То есть мы знали, что мы выходим и боремся не за третье место, а мы выходили уже с целью бороться за золото. Да. Ну и напомню, что именно Малагич двукратный призер чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы. Так что там, если какое-то звено проседает, очень-очень-очень видно. Очень видно, как это звено прям вот оттаскивает все назад. Все, что сделано было в позитиве, уводится в негатив. Обязательно нужно, чтобы это была не команда звезд, а звездная команда, да, как говорят, совсем другое. Но, видите, есть такой небольшой брачок, это у нас финал Д. Также утешительный, это еще ниже рангом. А и Б мы с вами видели, С мы тоже видели, и теперь Д, и еще будет финал Е. Ну, вроде бы тоже, может быть, и совершенно справедливо. Понятно, что этого всего мы на взрослых соревнованиях, не на кубковых, не, естественно, на чемпионатах мира, даже не закидываем дальше, не видим, потому что все утешительные раунды, они вне вечерней программы проходят в утренние, там, ну, тоже рейтинг важен, да, но это все остается за кадром, а здесь организаторы, наверное, учитывая возрастную категорию, учитывая то, что спортсменки юные совсем впервые попали на такие крупные соревнования и впервые попадают на экран телевидения, наверное, это совершенно справедливо, что все раунды вот сейчас там для семей тех девчонок, которые борются за первую позицию, наверное, все равно какой-то финал А, Б, С, Д, Е, Ф. Никаких вопросов нет. Главное, что твоя девочка впереди. Главное, что это так, да? Главное. Как мне кажется, что как любой родитель, возможно, не любой родитель, но многие смотрят перед экраном на своих детей и думают, все-таки главное не победа, а участие. Да. Вот. Хотя недавно рассуждала на эту тему, что, все-таки какая все-таки фраза правильнее? Главное не победа или участие, или все-таки главное победа? Ну, здесь, наверное, для кого как, кто как сам себе выбирает. Полина Кирбасова выигрывает этот финал Д. Чуть быстрее, пожалуйста. Вот она, это сзади.
Ну что, и заключительный финал, как я понимаю, у девушек, финал Е. 5 спортсменок, да, именно так. И также 3 утешительных финала мы увидим у юношей. А потом у нас полуфинал в микс-эстафете, опять-таки до сих пор удивляет, что это дистанция 3000 метров. Почему вдруг так? Кстати, вот пока готовятся, хочу с тобой вот что обсудить. Я, например, была удивлена, что на чемпионате России и на кубковых наших внутрироссийских соревнованиях оставили такой же регламент, как и был, допустим, в прошлом году на международном уровне, то есть имеется в виду с одним фальстартом. Я даже не говорю о многоборье. Мы сейчас не имеем возможности выступать на международных соревнованиях, поэтому хотим многоборье проводить, хотим отдельные дистанции, хотим 5 раз то, 5 раз другое. Это, так сказать, что хотим, то и делаем. Все правильно. А вот без права на фальстарт я не понимаю, почему сейчас на российском уровне мы все вот по-прежнему с одним фальстартом. Ведь это сильно меняется. Опять-то вот мы говорим про психологию. Я видела... О, слезы, видишь, на лице. Я видела такие драмы. Вот у нас Джон Драмонт был, когда в Париже на чемпионате мира первый раз внесли новый регламент, отменяющий этот фальстарт, а он сделал его. Там такое было шоу, такой был, он не, это же чемпионат мира, он ложился, он вставал, там 20 минут съехали по программе, потому что судьи были непреклонные, он просил, дайте мне пробежать просто, хорошо, не засчитывайте результат, но нет, да, даже очень опытные спортсмены, мы вот видели на этапах Кубка мира, японская команда в эстафете, казалось бы, куда, какой фальстарт, да, потом это Анна Зайдель, да, тоже уже опытная достаточно, так. Желтую карточку у нас получила спортсменка, да. Перебежала, как зайчик, дорожку. Такое тоже бывает. Вот и к этому надо привыкать, потому что сколько бы ты себе ни говорила, да, это там как это халва во рту слаще не станет, да, пока не попробуешь, не получится. Вот, может быть, надо перестроиться, на твой взгляд? Ну, я думаю, что будут потихоньку к этому уходить, перестраиваться. Целый сезон пробегали со вторым фальстартом. Но мы же не бегали с ним, поэтому... У нас, на самом деле, в России достаточно почему-то позже вводятся все вот эти нововведения, хотя для меня это непонятно. Для меня было очень много вопросов, когда мы приезжали на Кубки мира, и оказывалось, что у нас есть такие правила, которые, оказывается, уже были в начале самого сезона, когда мы бегали там Кубки России, отборы на чемпионат там мира, да, на Кубки мира. Нам, оказывается, говорят, а вы уже бегали по этим правилам. Но спортсмены этих правил не знают, не видят и как бы не в курсе этих правил. А потом мы приезжаем на Кубки мира, и у нас одни пенальти, дисквалификации, и мы не понимаем, почему, из-за чего. Ну да, потому что действительно мировой шорт-трек настолько подвижен, как раз мы вот в начале трансляции говорили, что постоянно меняются правила, нужно здесь, как говорится, держать ухо востро, или, как мы любим говорить всегда, руку на пульсе. Мелисса Син вышла вперед в этом финале, это финал Е, потому что я, честно говоря, тоже не понимаю, почему нельзя в мировом шорт-треке прибиться как-то к одному краю, да, к одним правилам, почему нужно менять без конца и края, но с другой стороны, когда судьи не замечали, вот какой-то был сезон, я уже забыла какой, но это точно не предыдущий, не олимпийский, а ранее, может быть, даже перед пандемией. Корейцы вдруг взяли моду, и женщины, и мужчины хватать за руки на финише, да? Как у нас на универсиаде в Красноярске было, когда мы финишировали, да? И они держали всеми силами, чтобы мы только не финишировали. Да, это просто вот как молодежь говорит, трэш, да, натурально.
И я никак не понимала. Я сидела на комендантской и все время говорила: слушайте, а судьи, что там без глаз? Как это так? Это же не рукопашный бой, это шорт-трек. И тут добегаются-то ногами, а никак не руками. Но правила тогда допускали вот такое, вот именно на финише. И то и дело, как не забег, я говорю, да почему же вдруг так это корейская сборная это стала такой бескультурной. А просто правилами пользовались, лазейками в этих правилах. Вот и все. Все очень просто. Вот. Но потом, естественно, судьи эту лазейку отменили. И так Мелисса Син выигрывает, если, опять-таки, судьи что-либо не скорректируют. Вот поэтому здесь нужно очень внимательно. Я тоже вот обращаю внимание, что в этот сезон судьи очень строго оценивают один компонент. В другом сезоне к этому вроде бы как более-менее лояльно, но очень строго за другое, да, и так далее, да, то есть вот постоянно. Ну, в принципе, кстати, я была вот всегда сторонником того, чтобы без права на фальстарт. И каждый раз мне там и Сеня Елистратов, ну, Константин Ивлев, понятно. Ну, ребята, спринтеры говорили, да-да-да, что-то ты там говоришь без права на фальстарт. Ну, а 1500, еще 1000 можно, а 500-ку как? Я говорю, а 100, когда Усейн Болт на чемпионате мира фальстарт сделал? А как? Да. А вот так. А вот так, какая бы ни была 500-ка, любая дистанция, ты вышел, стой как вкопанный. Единственное, что, конечно, что я была сторонником, но немножко тоже надо убавить этот фитиль, поскольку в легкой атлетике там все понятно. Там есть специальные контакты, которые видят скорость отрыва стопы, да, там пятки или неважно, от колодок. Даже раньше была такая у некоторых спортсменов структура старта, когда они сначала не ставили пятку, не прижимали к статине, да, к колодке, то есть на весу была. Сейчас так нельзя, сейчас нужно обязательно, чтобы был контакт, да, с колодкой. Здесь, судя по всему, в шорт-треке это визуально, да? Да. То есть, есть судья, который сидит и смотрит, дернулся или нет. Да, есть, но мне кажется, на самом деле это тоже не прям, наверное, объективно, как будет выглядеть, Вот. потому что эта камера же не стоит и четко. Хотя, возможно, видеоповтор, кто сидит, да, на видеоповторе наверху, там следят за тем и передают по наушнику судье-стартеру. Наверное, но если делать такое, что-то вот такое современное, я не знаю, сейчас же уже современная IT-индустрия, ничего только не сделают, да, можно сделать какую-то не вживленную в лед, допустим, сетку, да, какую-то, я не знаю, там лазерную, да, и которая будет как раз вот следить, оторвалась нога, не оторвалась, да. Да, но есть... тут сложно то, что у нас конек на старте, когда ты ставишь конек, он может просто покатиться, потому что лед же он скользкий, вот, и как бы тут нужно такие моменты, если раньше нам разрешалось вставлять в лед носком втыкаться, то сейчас это правило убрали, запретили, чтобы не оставляли дырки на льду. Да, потому что на следующие... Ну, конечно, поэтому тут тоже очень много таких вопросов. Ну и в целом, я думаю, всегда будет что-то новое, всегда будут вводиться какие-то новые правила, рассматриваться какие-то моменты, и будет все меняться. В общем, ничто не стоит на месте, да, все находится, как всегда, в движении. Да. Ну и у нас тоже здесь в движении все. Мы финал А и финал Б с вами уже посмотрели. Здесь другие спортсмены сейчас на ваших экранах. И это финал С. Это финал С. Арсений Березин, да, правильно? Матвей Бочанов, да? Дмитрий Хасматуллин, правильно? Так, я понимаю, что это именно так. Да, и сейчас
Эмиль Рухов, да? Да, который как раз упал Упал, да, тогда. в предыдущем забеге. Эмиль Рухов выигрывает в финал С. Выигрывает финал С. Но мы видим, что уже все забеги здесь буквально все ребята рассыпаются, как говорится, и уже кто как может доезжает до финиша. Кто на что готов. И два финала. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Ну, все здесь спокойно. Главное, удержался. Ну, а от падений в шорт-треке никто не застрахован. Идет быстрее. Вот этот маскот, это рысенок Тихоня. Я удивилась, почему Тихоня? Вроде вот так все Потому громко, что в тайге да? тихо. Да, да, потому что он перемещается на мягких лапах, и главное не нарушать величественное безмолвие тайги. И это все правильно, поэтому он Тихоня такой рысенок, очень тоже доброжелательный. И, конечно же, маскот должен быть у каждых соревнований крупных. Так, довольно много здесь участников у нас, а именно 7, и это финал Д. Правильно? Правильно. Еще два финала утешительных у нас. Да, Д и Е. И впереди уже смешанная эстафета. Абсолютно точно. Семен Калягин сейчас лидирует. Семен Калягин и Никита Черняев следом за ним расположился. Здесь один представитель Беларуси, Тимофей Жук, а остальные все Российскую Федерацию представляют. Ну, тоже разные регионы, разные города. Мы говорили в самом начале трансляции, что 11 зарубежных стран, зарубежных команд, 10 азиатских и Белоруссия прислала своих посланцев. Тоже вполне понятно, почему сейчас ни белорусская команда, ни российская не имеет возможности выступать на международном уровне. Много раз об этом мы говорили. Не будем поднимать эту тему, уже опилки перепилены, и ждем решения Международного олимпийского комитета. Но азиатские игры имеют свою специфику, однако мы уже видели, что в самом начале, когда мы говорили о командах российских, то есть регионы, которые в Азию, в общем-то, не входят, да, никаким боком, например, там Москва, да. Но, тем не менее, такое решение принято. Все-таки это тоже как бы открытые детские. Ой-ой-ой-ой-ой, и собил, так я и хотел сказать. Сейчас еще и собьет. Сейчас еще 3 собьет. Вот что так и получилось у нас. Ай-яй-яй-яй, как же так? Ну вот как вот мы говорили, лед скользкий. И Тимофей Жук, да, по-моему, именно он. Да, Тимофей Жук. Белорусский спортсмен сейчас лидирует. Заключительный круг остался.
спортсмены в шорт-треке, наверное, тоже не любят, когда говорят последнее. Да. Последний круг никогда. Никогда. Не Всегда говорят заключительный. Не да. последняя тренировка, не последний круг. Да. Заключительные, да. Вот я, честно говоря, в моих комментариях совершенно не прижилось слово «крайний». Я не понимаю, крайний — это как в очереди. Да. Кто крайний. А вот там заключительный. Да, очень хорошее слово. Заключительный круг. Заключительный папа. Смотри, за голову схватился. Что такое? А, нет, шлем поправлял, видимо, да? Семен Калягин. Шлем, наверное, поправлял. Ну, не за голову же он схватился. Эх, да, не повезло. Вот Никита Черняев упал там, и все по цепочке поехали. Кстати сказать, что Вячеслав Шишкин, да, тоже в этом столкновении поучаствовал. Ну что, друзья, 1500 метров практически завершена. Только финал Е у молодых людей. Вот он предваряется вот такой графикой. И все, 1500 останется уже историей. Впереди будет только микс-эстафета, то есть индивидуальные комплекты наград уже все они и так разыграны окончательно, бесповоротно, только вот не до конца ясна турнирная ситуация, турнирное положение. И у нас поэтому финал Е самый такой как бы начальный уровень, прям скажем. Здесь медали разыграны. Конечно, очень жалко Михаила Васильева. Поздравим Андрея Петрова с победой. Но Мише нужно делать, конечно же, выводы. Потому что, ну вот медаль-то была в руках. Вот уже в руках, уже радость. Видимо, радость превзошла все разумные границы. Мы не знаем, что там произошло. Просто говорим о том, что были нарушения каких-то, видимо, этических норм. Потому что спортивные правила, то есть непосредственно борьбы, нарушены не были. Ну, что ж, так тоже бывает, как опыт, сын ошибок трудных, да. Никита Авдеев сейчас лидирует. И нужно такой опыт, наверное, ну, если приобретать его совсем не нужно, но если он приобрелся каким-то образом, то лучше от него избавиться в детском возрасте, да, чем потом на каких-нибудь крупных уже соревнованиях во взрослом возрасте совершить такую ошибку. Всегда лучше это делать загодя, как, например, не знаю, там, ну, тоже на ум приходят именно легкоатлетические примеры, как Юрий Барзаковский, единственный аж в истории олимпийский чемпион на 800 метров в 2004 году, в 2003 выступая на чемпионате мира, вот так вот не смог совладать со своими нервами и начал финишировать за 300 метров, а в конце проиграл. И на Олимпиаде сделал выводы, конечно, для нас был обморок для всех, потому что все бегут, а он в конце остается 150, 120. Он начал потихонечку выходить.
как он вырвал эту победу. До сих пор пересматриваю кадр, думаю, не успеет, не сможет. Хотя знаю, конечно, что все давно уже в аналах истории. Понимаю прекрасно. И вот, наверное, конечно, если какие-то есть такие эмоции, лучше прибрать их именно в детском возрасте. Хотя и во взрослом возрасте тоже допускают такие ошибки, как мы помним, когда был инцидент с Виктором Аном и Шинки Кнехтом Ну, да, после финиша. Да, то есть... Ярослав, жемчужный. Ага, и уже, видите, поменялось все у нас. Матвей Шапаренко. Да, Матвей Шапаренко выигрывает в этом, да. Мы говорим, знаете, когда Шинки Кнехт такой пинок, когда Виктор Ан стал представлять российскую сборную, это было на чемпионате Европы, показал неприличный жест, был оштрафован, но потом совсем остепенился, а мудрый Виктор Ан сказал: мне трудно оценивать или комментировать то, что было за моей спиной. Я не знаю, что там за спиной моей было, поэтому у меня никаких претензий нет. Но сейчас Шинки Кнехт, конечно, совершенно другой, тем более у него уж такие события были, это травмы эти бытовые жуткие, погрузчик наехал, и бытовой это пожар этот. В общем, было все. Итак, дистанция 1500 метров осталась окончательно позади. Ждем микс-эстафету. Смешанная эстафета на дистанции 3000 метров. Мы увидим с вами